Друзья мои, как видите, я еще не сплю и не скоро буду спать. С собаками погуляла, вышла. Все, они улеглись обратно спать. Я пришла снимать, потому как у меня голосовые очень много накопились. И надо их постепенно выкладывать. Я не могу картину никак исправить, что ж такое, но все. Ну, хотя бы некоторое количество покажу вам, а потом пойду немного отдохну. Исцеление. Я просила поделиться результатами, написать, какие ритуалы делали люди. И вот с вами вместе первый раз буду слушать теперь, потому как у меня времени-то нету, если честно, сидеть, прослушать все. Они отправляют Яне, и она, не прослушав, кидает нам в общий чат, то есть куда я потом захожу и слушаю. Пытаюсь цвет выбрать такой более-менее, чтобы глаза не уставали, не. Лучше свой оригинальный. Все. И значит так, давайте так. Молитва волка исцеления. Пока читаю под роликами, пока читаю СМС, и заодно и уже голосовой вам включу. Вот здесь под роликом исцеление волка, видите? Не могу не оставить свой отзыв. Последние дни были очень насыщенными. Много дел, решался очень важный вопрос. От напряжения душевного и физического произошел упадок сил. Час назад проснулась от жуткого состояния, словно нахожусь между небом и землей. И внутренняя дрожь, и полное бессилие. Даже лежать нет сил. Такого не было никогда. Не могу описать состояние словами. Лучше никому такого не переживать. Я вам скажу, что это такое. Это называется пограничное состояние. Это очень опасное состояние. Если у вас такое ощущение невесомости, ощущение, как вы парите в воздухе между небом и землей, вот невесомости, это очень плохо. Это смертельное состояние. Так человек чувствует себя в агонии. Чтобы вы знали, душа хочет выйти. Значит, тело настолько уже бесполезное, мягко выражаясь, в этот момент, настолько оно безжизненное, что душа может вылететь. Человек может просто упасть, и это называется синдром внезапной смерти. Просто человек умрет. Доброе утро. И непонятно, от чего он умер, что, сердце остановилось, там, инсульт, инфаркт, что такое, непонятно. Вот это состояние, не доводите себя до этого состояния. Да, во время войны больше людей умерло от истощения, физического, морального истощения, чем от пуль, чтобы вы знали. Абсолютное истощение тела. Тут даже не играет роль, ест человек или не ест. Морально-физическое истощение, сил нет, не спит, не занимается собой, не отдыхает, не отвлекается, все время напряженно думает об одном, страхе, нервы и так далее. И человек в результате просто теряет и вес, и силу жизненную, и вот такое состояние. Дальше пойдем. Понимала только одно, что никто сейчас мне не поможет. Не знаю, но нашла в себе силы искать ритуалы. Уважаемая Инга, читала все, что требовало приготовления, алтари, прочие атрибуты. Вот нашла этот ритуал исцеления волка. Прослушала трижды вой волка, трижды прочла слова. И вот сейчас, спустя полчаса, уже могу писать этот отзыв. Невероятная ясность. Невероятная ясность в голове, сосредоточенность, бодрость. На часах 4:42 утра, а сна ни в одном глазу. Спать не хочется совершенно. Пора вставать, заниматься делами. Хоть еще есть время отдыхать, но не хочется. Это вот к этому ритуалу.
На всякий случай прочитаю «Долговая грамота. Наказание недругов». Людям очень понравилось, и все хвалят, хочу сказать. Мне лично многие пишут. Смотрите. Здравствуйте, уважаемый Инга. Это просто чудо. Во вторник провела ритуал, а сегодня утром начали деньги ко мне приходить из ниоткуда. Я даже не рассчитывала, что так может быть, и не ждала. Просто чудо. Огромная благодарность вам и вашему роду. Низкий вам поклон за очередное спасение нас. Благодарю, благодарю, благодарю. Вот так вот. Что это такое? Ничего не поняла. Все. Всяким дуракам не отвечаю. Ранним утром мне какую-то ересь пишет. Вот, посмотрите, на WhatsApp мне напишите. Сейчас побежала. Секунду. Так, вы в ЧС. Все. Извиняюсь, сейчас я заблокирую кое-кого и продолжим. Идиотов терпеть не могу, особенно с утра. Надоело. Так, сейчас, секунду. Сбили. Слушаем дальше. Опять же, насчет исцеления. Жертвенный напиток Ламадры. Виктория вот пишет здесь. Вот смотрите. Не успела переписать на чистовик, провела утром. Я встала здоровый месяц. Стала здоровой, месяц лечусь, а боль не отпускала. Всевозможные лекарства, травы, я боялась операции. Болела почка и отдавала в спину. Боль не прекращалась ни на минуту. Я в шоке. После месяца боли непрерывной я даже не думала, что именно так поможет. Лечение, конечно, продолжу. Спасибо, нет слов. Да, лечение не бросайте. Боли снимаются, магия вам помогает, усиливает ваш организм, но лечение не бросайте, потому что это все-таки физиология, понимаете, дорогие друзья? Это все-таки физиология, и поэтому, пожалуйста, Артур, я так поняла, что вы осетин, потому как тотем осетин Аланов является барс, белый барс горный. Ну, может, я ошибаюсь, но я думаю, что не ошиблась. Я же ж полиглот, я все знаю. Мне однажды одна женщина сказала: слушай, ну откуда ты это знаешь? Мы сидели, о чем-то разговаривали, в общем, сказали, что вот икону Казанской Божьей Матери куда-то привезли, в Волгоград или что. Я говорю, а вы знаете, это какая икона? Вот когда, значит, взяли Казань, Иван Грозный присоединил, а потом эту икону привели, когда Лжедмитрия одолели, и народ упал на колени, начал молиться. Говорю, вот это та самая знаменитая икона. Потом они еще про что-то сказали. Я говорю, а это знаете что? Это вот тогда, в том-то году, когда один хан с нашествием, значит, пришел на Русь, вот этот князь вот это сделал, и вот как, после победы построил эту часовню. А вот это то, и она так посмотрела на меня, говорит, ну откуда ты это, не это все, откуда ты все знаешь? Я говорю, оттуда, ва. Вот оттуда. Дальше. Почему помог ритуал Ламадры, я вам объясню. Потому как это не только, как вам сказать, не только благодарение богов, но, естественно, они видят, что у тебя болит, в чем у тебя проблема, ты их благодаришь, да, ты их уважительно к ним относишься, они, видя твою проблему, тебе помогают. Вот о чем. Итак, я вот эти написанные, наверное, тексты не буду читать, потому как они большие. Только одну, наверное, прочитаю. Меня зовут Евгения. Хочу рассказать о результатах после ритуалов для здоровья. Извините, что пишу текст, а не голосовое сообщение, но проблема деликатна. Речь идет о маточном кровотечении. У дочки подростка были большие кровопотери. Обращалась
в клинику, обследовались, лечились, врачи не находили больших проблем, но было страшно. Нашла ритуал Инги остановить кровотечение. Случилось что-то необыкновенное. Кровь не просто остановилась, а нормализовался цикл. Все стало на свои места. Знать бы раньше, не было бы целого года мучений. Спасибо вам огромное. Также расскажу о германском ритуале от суставной боли. Проводила себе, болело плечо, профессиональная проблема. Раньше болело так, что даже ночью просыпалась. Сейчас гораздо легче, собираюсь повторить. Хочу поделиться интересным наблюдением. Результаты от ритуалов появляются через 2 недели. Специально замечала по календарю. Это конкретно у меня. Яна, передайте, пожалуйста, Инге мои восхищения, низкий поклон. Огромное спасибо ей за нелегкую работу. И так далее. Ну и Яна поблагодарила за текст. Слушаем теперь именно голосовые. Люди сами расскажут. Вот первый раз с вами слушаю, заодно и объясню, если что непонятно. Добрый день, Инга. Добрый день, Яночка. Добрый день всем слушателям, зрителям канала «Ведьмина изба». Как просила великая Инга, надо вкратце, четко. Ну вот я хочу Друзья мои, великой была Екатерина, великой была Клеопатра, великой была Тамара. Я всего лишь ведьма. Я всего лишь человек. Какая я, рассудит история. Я понимаю, вы хотите мне сделать приятное. Ну, я не обижаюсь и не осуждаю вас, но все-таки величие это... Ну, я человек скромный. Начнем так. Слушаю. сказать вкратце и четко. Мне будет 45 лет скоро. 1,5 года назад у меня начался климакс. Так как врачи сказали, что у меня нет одного яичника, это вполне нормально. Вот, и месячные сначала пропадали, потом вообще пропали, были раз в полгода, один раз в 7 месяцев. Вот, ну, я попала на канал «Ведьмина изба» совсем недавно, 4 месяца назад. Я проводила очень много чисток, очень. И провела, когда чистку Параскева Пятница, я ее провожу уже в течение 2 месяцев, да, каждую пятницу. Хочу сказать, что после проведения первой чистки через 3 дня у меня возобновился менструальный цикл. Вот, и по теперешний день, как бы, у меня месячные идут как положено. Извините, что, ну, вот так говорю, не менструальный цикл, а месячные. Я просто хотела сказать для тех, кто ленится, ну, попробуйте. Вот Параскева Пятница, я считаю, что все-таки это от этой чистки, потому что делала я разные, но в основном вот эту я делаю каждую пятницу. Это очень сильная чистка, девочки. Делайте, не ленитесь. Просто возьмите и сделайте, как говорит Инга. Берите и делайте. Благодарю вас, Инга. Огромное вам спасибо. Низкий вам поклон. Яночка, спасибо вам тоже. Всего хорошего всем. Давайте я вам еще скажу. Параскева Пятница лечит еще и подагру. Мне писали невероятные вещи. Человек 20 лет страдал подагрой. У него начали исчезать. Эти костные наросты начали спускаться. Представляете? Вот так вот. Параскева Пятница полностью восстанавливает организм. Если несколько пятниц подряд провести, это имейте в виду. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все подписчики «Ведьминой избы». Меня зовут Татьяна. Я хочу поделиться своей историей о том, как мне помог ритуал нашей уважаемой Инги. У меня больше 30 лет проблемы с позвоночником, то есть нестабильность позвонков. Это не то, что там они смещаются от подъема каких-то тяжестей или резких движений или еще что-то. Нет, просто не так чуть-чуть потянулась, не так слегка повернулась, они уже сместились. Я по 3-4 раза в год ходила к мануальному терапевту. И вот наша уважаемая Инга подарила нам великолепный ритуал от спинной боли. Я провела его 6 ночей кряду. И вот
Я забыла, что такое спинная боль. Я встаю утром нормальным человеком. У меня не болит поясница. У меня не замирает дыхание от того, что сместились позвонки в грудном отделе. Знаете, извиняюсь, сейчас продолжу. Вот мне интересно посмотреть в глаза тех людей, которые облаивают меня и мои работы, и спросить: вы считаете, что столько сотен тысяч людей идиоты, по-вашему, да? Просто сидят и просто что-то рассказывают. Вы действительно считаете, что все эти люди просто какие-то выдумщики или не знаю что? Вы серьезно это говорите? Вы сами верите в эту ересь? Столько сотен тысяч людей за эти годы взяли абсолютно даром, абсолютно бесплатно, когда всякую чушь, всякую лекцию, взятую отсюда, оттуда, продают. И почему меня очерняют? Я вам говорила, почему всякие аферюги, всякие сволочи, всякие бесстыжие существа очерняют меня? Потому что я дарю, понимаете, и это бьет по их карману. А они всякую ересь продают. Что такое Бермудский треугольник, этот мужик, пьяница, извиняюсь, я про него сняла, сказала на том канале, хватит. Бермудский читает где-то, а потом эту лекцию пересказывает вам за деньги. Понимаете? Я бью по их карману. Конечно, они будут браковать меня. Конечно, они будут говорить гадости про мои ритуалы, работы, потому что вы уже не ходите, им деньги не платите за всякую ерунду. Безрезультатно. Кстати, вот этот товарищ, внизу написали многие люди, какой он пустышка. Только пустышки просто так обсуждают людей. Так вот. И, конечно же, им нужно убедить вас, что это очень страшно, очень плохо, ужасно, для того, чтобы вы шли к ним и давали им свои деньги вообще за всякую ерунду. А здесь абсолютно бесплатно исцеление, семейные отношения, ну, не знаю, деньги вообще молчу, там денежные выровнялось у людей, квартиры, машины. Все, кто был на моем канале, они за год уже свою жизнь не узнают, настолько она меняется. И все это совершенно даром человек дарит, совершенно даром. Естественно, про этого человека будут гавкать, потому что в наше время, чтобы кто-то дарил, он всегда вызывает подозрение. Почему-то мы так отошли от человечности, что человечность, доброта, сострадание воспринимается как что-то тут подозрительно. А что здесь подозрительного? Кто больше дает, много дает, тому много приходит. Вы же видите, что невзирая на то, что я не продаю алчно, жадно свои ритуалы, лекции, что я не стараюсь мелочно там, дайте мне денег, вот киньте мне на счет, вот вам моя карта, вот позолотите рученьку. Такие дешевые вещи я никогда в жизни не делала. Но невзирая на это, я живу 1000 раз лучше, чем они все, кто старается что-то народу запихнуть и продать. Не задумывались об этом? Почему так происходит? Да потому что Вселенная разумна, она видит, кто достоин, тому и дается. Я помогаю людям, я просто спасаю их жизни, я вывожу их из депрессии, я даю им столько, не просто ритуалы, столько знаний поменять свою жизнь, а люди в благодарность мне это возвращают. Понимаете, на мой век хватит людей, даже если я 1 000 000 ритуалов подарю, дорогие друзья, от этого меньше людей ко мне не придет. Некоторые, знаете, что говорят? Ой, Инга, а вы не боитесь, вот вы все ритуалы дарите, а потом у вас людей не будет, все они сами будут себе делать. Мне смешно. Я дарю, потому что я физически не способна много сотен тысяч людям сразу помочь. Поэтому я показываю, чтобы они сами взяли, сделали, помогли себе. Но я знаю, что есть вещи, которые только ведьма может снять, как бы человек ни старался. Да, мои чистки очень сильные, они могут на время остановить. На время помочь людям, у которых более серьезные проблемы, у которых там средней тяжести, грубо говоря, у тех вообще снимется и не нужна будет моя помощь. Ну, в этом и есть моя помощь, мой ритуал. Но на мой век останется. А те, кто жадно, алчно, все бы продать, все бы чего-нибудь сделать, понимаете? Все бы как-нибудь, чего-нибудь еще.
Вы помните начало кризиса? Я вам сказала, не бойтесь. Реально доверьтесь магии. Это сила реальная. Дорогие друзья, вы когда идете, просите у фортуны. Вы представьте, это живое создание. Она слышит, наверху слышит нас. Сегодня я услышала про Сюник. Просто разрыдалась. У меня такое состояние, голос сорвала, когда на том канале сняла ролик. Я пошла, я ее умоляла просто на коленях беречь Сюник, помочь. И вы знаете, через 2 часа мы узнали новость, что там российские войска все-таки оцепили, закрыли границу и никого не впустили. Это реальная сила, они нас слышат. И чем чаще мы обращаемся, чем больше мы обращаемся, тем сильнее наша связь с ними. Людям кажется, что купив карты, прочитав инструкцию, они становятся ведьмами. Эта сила реальная должна быть. Приходит раньше, чтобы попасть к знахарям, к ведьмам, люди месяцами ночевали возле их домов. Там было столько народу, лишь бы к ней попасть. Попасть и спасти себя, лишь бы поменять. Они считали, лучше я месяц потеряю, зато моя жизнь потом будет другая. Понимаете меня? Люди в очередях стояли и ждали. От этого и появились гостевые дома возле домов ведьм, знахарей. Потому что все же зарабатывают на этом. Они увидели, как бы есть спрос, есть предложение. Людям ночевать нужно. Они гостевые дома начали строить возле их домов. Так возникали маленькие селения, потом и города. Сила, понимаете, сила, она, это не помидоры. Почем помидоры? У тебя по 20 рублей, у меня по 50 рублей. Лучше пойду где по 20. Это сила. Друзья мои, чем сильнее человек, чем больше, как вам сказать, чем сильнее его род, чем он опытнее, тем он лучше помогает, тем сильнее воздействует. Ему подчиняются эти силы. И когда вы говорите, ой, да какая разница кому-нибудь идти, если вы не цените это, вы попадаете ко мне, цените это. Я вам серьезно говорю, ко мне попадают, наверное, избранные люди. Без преувеличения. Я настолько и выборочно беру людей, вы не представляете. Если бы я всех подряд брала, я бы сейчас столько не дарила. У меня не было бы времени на книги, на то, чтобы помочь. А я хочу больше помочь. Я нацелена больше оставить знаний, наследие, чтобы вам была помощь, чем мне. Мне лучше, конечно, больше денег заработать и поменьше вам ритуалы дать. Но я совсем по-другому делаю. Мне приятно видеть, что пандемия, там, я не знаю, этот кризис, всех закрыли, все были в ужасе. Я сказала, доверьтесь магии, отпустите этот страх, не бойтесь. Будете просить, будете получать. И вы знаете как? Антикризисные заговоры, эти заговоры, те заговоры. Я вам серьезно говорю, все наши жители нашей ведьминой избы, весь этот кризис так прошли, они даже не почувствовали. Они в это время квартиры продавали, покупали новые, строили дачи. Они говорят, да мы никогда в жизни столько денег не зарабатывали, как сейчас. И не только вот так вот прям деньги идут, идут идеи, идут люди новые, идут нужные знакомства, чтобы тебя вывести из этого состояния. А скатерть-самобранка, сколько людей написали. Начитали, говорит, и это свекровь к нам приехала. Это, говорит, такая женщина, что там, как говорится, зимой снега не попросишь. Она, говорит, сумками приехала к нам, привезла, весь холодильник забила. Потом еще через кого-то, через такси отправила. Еще тетка приехала чего-то там. Еще кума какая-то там что-то там сало сделала, посолила, нам отправила. Говорит, со всех сторон как начали продукты отправлять. И это не первый случай, не второй. На все случаи жизни столько подарено и отдано. И вот я говорю тем людям, которые гавкают, вы утром встаете думать, перебирать весь интернет, это ж с ума может сойти. Тысячи, значит, роликов перебирать, где про Хосроеву какое-то плохое слово сказали, чтобы выставить. Я просто вас жалею. Я клянусь вам, я вас жалею. Я утром просыпаюсь, думаю, так, мне сегодня это надо людям отвечать, эти работы надо делать, отчеты принимать. И что-нибудь снять, оставить, на всякий, чтобы день не зря прошел. Как Екатерина Великая сказала, если я в день не напишу хоть одну страницу, этот день пропал. Вот в день что-нибудь людям не подарю, не скажу, не объясню, этот день пропал. Как вы можете такому человеку такие вещи говорить? Бесстыжие существа.
Реально бесстыжие. Мне смешно просто. Вы никогда в жизни ни одному человеку не помогли в своей жизни. Ни одному человеку. Ладно, плевать на них. Я просто о чем говорю, что ну не дураки же сотни тысяч людей, когда говорят, снимают, отправляют. Они что, дураки, по-вашему? Самовнушение. Ну, детский сад. От самовнушения не проходит боль, подагра. От самовнушения, когда человек приходит, ребенку 5 лет не разговаривает, дает мне фото, и ребенок встает на ноги. Ребенок, у которого онкология, лечат, и я помогаю параллельно, быстро выходит из этого состояния. Ребенок знать не знает меня. Какое самовнушение у него может быть? Объясните. Какое самовнушение? Он не знает, что с ним работают. Детский сад. Еще раз прослушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все подписчики «Ведьминой избы». Меня зовут Татьяна. Я хочу поделиться своей историей о том, как... А я объясню, что это такое. Такие люди просто сами не верят в магию. Они далеки от магии, понимаете? Поэтому они не верят, что магией возможно излечить или возможно исцелить, помочь людям. Они далеки, они сами в магию не верят. Человек, который верит в магию, человек, который называет себя ведьмой, никогда не будет сомневаться, что возможно магией другим помочь. Не будет никогда сомневаться, согласны со мной? Если ты говоришь, что ты ведьма, значит, ты веришь в магию, значит, ты веришь, что магия может помочь. Но если ты говоришь, что это нереально, значит, какая ты можешь быть ведьма? Ты сама не веришь в магию, и ты говоришь, я ведьма. Ты не веришь, что магией можно помочь людям. Высмеиваешь это, и ты говоришь, я ведьма. Какого черту ты ведьма, если ты не веришь в магию сама? Позвольте узнать. Мне помог ритуал нашей уважаемой Инги. У меня больше 30 лет проблемы с позвоночником, то есть нестабильность позвонков. Это не то, что там они смещаются от подъема каких-то тяжестей или резких движений или еще что-то. Нет, просто не так чуть-чуть потянулась, не так слегка повернулась, они уже сместились. Пожалуйста. Я по 3-4 раза в год ходила к мануальному терапевту. И вот наша уважаемая Инга подарила нам великолепный ритуал от спинной боли. Я провела его 6 ночей кряду. И вот я забыла, что такое спинная боль. Я встаю утром нормальным человеком. У меня не болит поясница. У меня не замирает дыхание от того, что сместились позвонки в грудном отделе. Не давит в груди. В общем, я ожила. Спасибо большое нашей уважаемой Инге за все ее бесценные работы, которые она нам дарит, которые не только меняют нашу жизнь в плане материальном, но огромное спасибо за те ритуалы, которые нас лечат и исцеляют. Мне помогли многие ритуалы, но особо я хотела бы обратить внимание на данный ритуал, о котором я говорю, от спинной боли. Но я провожу их очень много. И они помогают все. Спасибо огромное, уважаемая Инга. Низкий поклон вам. И вам здоровья. Представьте, 30 лет и смещение позвонков – это не шутка. Это адские боли. Он же там нажимает на нервные окончания. От чего спинная боль? Вот позвонки вот идут ровно позвонки, а если позвонки смещены вот так вот, а между ними идут нервы, нервные окончания. И вот он давит на нервные окончания, и человек просто вот адская боль. Понимаете? Вот это очень страшно. Кстати, от позвоночной грыжи тоже. Понимаете, как работает данный ритуал? Вот боль есть. Боль есть, как была, так и остается. Вы эту боль не чувствуете. Данный ритуал воздействует на ваше подсознание. Оно отключает в мозгу вот ту часть, которая отвечает за боль. То есть боль вам не мешает жить. Его нет. Для вас его не существует. Вы его не чувствуете. Понимаете, в чем дело? Вот так он работает. И что это, если не чудо? Я вам еще раз говорю, можно очень красиво составить ритуал,
но он не будет работать. Я сегодня буквально девочкам рассказывала, говорю, я вспоминаю до сих пор, вот все после того, как я начала про свою бабушку рассказывать, у всех бабушки появились ведьмы откуда-то. Все вспомнили своих ведьм бабушек. Ну, смешно. Смешно прям копируют, даже ничего нового не придумывают. Я своим ребенком клянусь, я помню, я была маленькая, я помню, как моя прабабушка маму учила заговору от сглаза. И как учила, надо учить через мужчину неразумного. Либо человек должен быть, ну, такой блаженный, либо ребенок маленький, мальчик, либо глухонемой, который не понимает, потому что эти слова запомнить нельзя. Представляете, это опасные слова, их слушать нельзя. А я была маленькая, любознательно, уши грела, и вот они положили между собой моего двоюродного брата. Ему было где-то 3 годика. Он там игрался, и бабушка моя громко говорила, мама повторяла. Я помню эти слова. Потом я эти слова нашла в блокноте, зеленый блокнот, до сих пор смеемся, там мамины рецепты написаны, всякое, и вот этот заговор. Ну, там еще другие были, но этот меня интересовал особенно. Я его прочитала и чуть не заболела, чуть не умерла. Мне было очень плохо. Меня еле привели в чувство. Потому что это запретные слова, куда я влезла раньше времени. Папка меня там чуть не убила. А эти пришли... Да потому и работают, что у меня бабушка, дед, прабабушка и так далее, что они владели этой силой. Родственники у нас, понимаете, и тебе подчиняются эти силы, эти духи, они тебе подсказывают, они тебе дают эти работы, ты людям даришь, и она работает. Один придурок сказал, что я лайки собираю, я вообще на лайки не смотрю, они мне никогда не интересны. Ведьма берет энергии, но энергии не для себя, а для духов, хорошей энергии. Я же вам объясняла. Я вам дарю ритуал, вы радуетесь, вы питаете эти силы энергии, они вам еще больше дают. Чем больше вы радуетесь, тем больше вам дают. Вы помните слова, когда у кого есть, тому еще больше дадут, у кого нет, и то отнимут. Это вот об этом. Что энергии питайте, дайте много энергии, то есть делайте ритуалы, получайте результат, дайте энергию, вам еще больше будет приходить, потому что им нужно все время, чтобы вы их питали энергией счастья. Духом-то не жалко вам дать бриллианты, деньги, шубы, машины и так далее. Им-то что, материальные блага, они им не нужны, они вам дают. Уважаемая Инга, Яна, отправляю голосовое сообщение по вопросу здоровья. Много лет, больше 10, я мучилась с болями в спине. Вот. И когда вышел ролик, как снять боли в спине, сначала я удивилась такой легкости и простоте, потому что и ходила на массажи, и уже хотела делать... Опять спиной. Вот это очень понравилось народу. Значит, действительно очень было нужно, видите? Легкость, потому что все гениально и просто. Если бы я сказала, вылечить вашу спину, надо найти 3 хвоста бабуина и 2 хвоста, не знаю, горной козы, переплести, потом зажечь ночью на кладбище 12 ночи, резать там же 12 петухов, сварить, скормить 12 бесов и так далее. Я не думаю, что кто-нибудь из вас смог бы это все выполнить, понимаете? Поэтому для того, чтобы еще и с больной спиной, и поэтому для того, чтобы ваша мечта сбылась, и вы смогли исцелиться, нужно делать что-то попроще, доступное, чтобы человек сразу сделал и почувствовал результат. Но если вы хотите, я вам могу такое дать, что вы там всю Африку объедете и ни хрена не найдете. Еще раз слушаем. Чуть-чуть перемотаем. Ну ладно. Ну-ка. Раньше перематывала, сейчас не могу. Уважаемая Инга, Яна, отправляю голосовое сообщение
по вопросу здоровья. Много лет, больше 10, я мучилась с болями в спине. И когда вышел ролик, как снять боли в спине, сначала я удивилась такой легкости и простоте, потому что и ходила на массажи, и в душе хотела делать блокады. В общем, состояние было не очень хорошее. Ну, поскольку, думаю, ничего сложного нет, просто стакан молока, потом блинчики испечь, сходить, пиво вылить под дерево, в смысле квас, провела. Да, На следующий день, исцеление глиной тоже боже провели. мой, я встала, мне ничего не болит. Вот уже сколько времени я хожу, я встаю с утра, у меня вообще не... то есть, представляете, такие ощущения, что... То есть, как это? Это не верится вообще. Однако, это факт. Я встаю, единственное, что... побочный эффект – это то, что я перестала вообще заниматься. Если раньше я вставала и делала зарядки, упражнения, растягивала эту спину, то есть, чтобы мне прийти в себя, надо было, наверное, около 2 часов занятий на растяжку, там, все вот такое. Сейчас я бегаю и уже забываю о том, что надо делать какие-то упражнения. Огромная благодарность. А это плачет человек. Я знаю за это. вашу работу. Счастья вам, здоровья. Вот видите, я же сказала, я это знаю просто. Всего самого лучшего. С уважением, Людмила. Я это всегда чувствую, когда человек начинает плакать, потому что, понимаете, как люди привыкли, что им все должны продать, им все должны пихнуть там за большие деньги, там какие-то чудотворные свечи, чудотворные браслеты. И цель всего этого лохануть тебя по-быстрому, деньги взять, и хрен бы с тобой там, что тебе поможет, не поможет, вообще чихать хотели. Основное количество таких вот, которые сидят везде, они именно на это нацелены. Деньги содрать с тебя, а там пошла ты в задницу, неинтересно тут, болит и пускай, и что тебе надо, а как ты хотела, а что я бог, что ли, понимаете? Основное количество этих нацелены на то, чтобы просто у вас содрать деньги. И все. А насчет того, что поможет вам, подумать о том, чтобы людям помогло действительно, чтобы люди действительно избавились от боли и так далее. Переживать за человека и дать людям такое очень редко. И поэтому люди, когда это делают, они-то рассчитывают на что? Очередной ритуал там где-то, полно этих ритуалов. Сделаю, ладно. И когда они видят, что им помогло, для них это такое потрясение, что оказывается, правда, реальная какая-то вещь бесплатно дается. Вот представляете, казалось бы, какой-то один заговор от спинной боли. Велика ли там, скажем так, вещь. Но насколько она мешает человеку жить? Вот вдумайтесь, насколько человеку мешает это жить. И человек начинает жить полноценной жизнью. Хочу сказать насчет спинной боли. Если у вас давние проблемы, он может навсегда снять, а может чуть-чуть потом ныть. Если начнет ныть, тут же делайте еще раз ритуал. Делайте до того, пока окончательно больше он не вернется. Но иногда он уходит навсегда с первого раза. Я вам это говорила. Теперь, насчет глины здесь написали. И исчезла киста из почки. Да, исчезает киста из почки, вылечивается язва. Откройте исцеление с глиной. Это очень сильные ритуалы. Это основано на древней медицине, когда глиновые шарики глотали, и он весь гной, всю гадость собирала глина и уходила. И глина обладает тем же составом, что наш организм. Глина обладает памятью. Катали шарики вот именно пальцами, передавая всю информацию, все желание. Глина очищает, плюс еще и ритуал.
Дальше, насчет фортуны человек написала, что муж делает. Дорогие друзья, мужчин боги удачи, то есть богини удачи слышат быстрее даже, чем женщину. Вот мужчина подойдет, попросит, тут же дают. Женщина просит, могут дать через неделю, две, постепенно будет привыкать. Казалось бы, женщина более склонна к магии, потому что она близка более к природе. Но в этом случае, поскольку богини удачи, они женские, то есть женские энергии мироздания, они сразу слышат мужчину. Вот он попросил, тут же ему дают. Они любят, когда к ним обращается мужчина. Мой вам совет вашему мужу. Пускай покупает сам розу, одну ставит перед ней, сам говорит с ней, вино ставит, коньяк. То есть он сам ставит и гладит ее по ноге. Вот так. Это не статуи слышат, это раньше подходили к статуям, вообще к великим людям, гладили по ноге, целовали ногу. Это считалось покорностью, уважением, понимаете? И да, многие мужчины, не понимая своего счастья, начинают сопротивляться, не хотят ничего делать. Глупые они. Наоборот, жен ругают вместо того, чтобы понять. Но я говорила еще раз, женщина, она делает, потом видит. Мужчина, значит, видит, потом верит. Вот так мы созданы. Но мужчины всегда видят. Еще есть ритуал для мужчин обращение к богине Ошун. Прям наберите ритуал для мужчин «Ведьмина изба» к богине Ошун. Она тоже любит, когда к ней обращаются мужчины. Продолжаем. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Инга. Я хочу рассказать о том, как ритуал молитва волка помог мне избежать инфаркта. В мае этого года, того года, то есть год назад, мне стало плохо. И как раз тут я по YouTube увидела этот ритуал и решила его сделать в тот же день, когда увидела. И ночью мне стало еще хуже. Скорую как раз был разгар коронавируса, и со скорой были проблемы. У нас всех, кого забирала скорая, увозили в коронавирусную эту больницу, и там держали несколько дней, и помощи никакой не оказывали, так что я знала, что ее сейчас даже опасно вызывать эту скорую. Когда мне стало получше утром, я записалась к врачу своим. И на кардиограмме он мне показал микроинфаркт. Тут же меня сразу на их скорой, на ведомственной, отвезли в другую больницу. И там посмотрели, и также по кардиограмме есть опасность инфаркта, но тропановый тест инфаркт не показал. И мне сказала врач, что ты, девочка, порослась по лезвию ножа просто. Я так думаю, что если бы не вот этот ритуал, потому что, она сказала так, что у тебя была очень опасная ситуация. И этот ритуал мне точно помог, это я знаю. Сейчас, конечно, у меня проблемы с сердцем кое-какие есть, но они лечатся. Все-таки избежать инфаркта гораздо лучше, чем лечиться после инфаркта. Благодаря вот этому ритуалу я сейчас могу вести такую более-менее нормальную жизнь. Так что спасибо огромное Инге за то, что она нам дает, за то, что она нам именно дарит вот это все. И моя благодарность просто не имеет границ.
Я, конечно, волнуюсь, тут заикалась вся. Это нормально Извините, пожалуйста, в за таком сумбурную положении. речь. Ничего страшного. Но все ритуалы, которые я делала, они рабочие. Они работают иногда так, с такой скоростью, что я даже удивляюсь. Вот у меня такое всегда радостное удивление. Надо же, вот только что вот сказала что-то, и это раз уже и сбылось. Так что большое спасибо еще раз, Инга, за вашу заботу о нас. Я До вам, свидания. я вам посоветую, что делать. Во-первых, исцеление во сне каждый день включайте, когда ложитесь спать. И вот закройте глаза, просто слушайте. Слушайте и засыпайте. И у вас будет успокаиваться нервная система, и исцеляться будет организм во сне. Второе. Найдите жабу или лягушка, перекид болезни. Проведите один раз, потом еще раз, 3 раза за лето проведите, так, в таких целях профилактики. Скиньте на лягушку. У вас постепенно, естественно, лечение не бросай, имею в виду, скиньте на лягушку, и через некоторое время у вас откроется и клапан сердечный откроется, и дыхание улучшится, и сердцебиение, работа сердца. Вот это сделайте. Исцеление во сне, скинуть на лягушку. Пока что этого достаточно для вас, вполне. Это очень сильные работы. Давайте далее пойдем. Яночка, добрый день. Я сейчас послушала ролик уважаемой Инги, и она там просит отправить вам голосовые. Ну, у кого были какие-то серьезные проблемы со здоровьем, и помогли ее ритуалы. Ну, я не знаю, вот это нужно или нет. В общем, я стою на учете кардиолога, ну, последние года, когда начала столько работать, в Алмазово даже в клинике. Вот. И у меня в связи с тем, что вот с армянами все же я это помогала за все время, столько месяцев я была в эфире, делала ритуалы. В общем, недосып, работа, нервы, мои проблемы, все. Я себя очень плохо чувствовала. И в один прекрасный день, это где-то 1,5 месяца назад, в общем, у меня было такое состояние, я не смогла утром встать, я лежала до 5 вечера, у меня настолько болело сердце, мне было больно дышать. Я лежала и думала, что надо вызывать скорую, потому что у меня сейчас будет инфаркт, реально. Просто мне настолько было плохо. Потом я взяла себя все-таки в руки, в 5 часов встала даже. Вот, даже убрала квартиру. Но вообще мне неимоверно было плохо. А потом я просто узнала, что есть Сулишкан молитва. И она настолько спасительная, настолько она сильная. И я начала читать эту Сулишкан молитву. У меня не было никаких таблеток, кроме рибоксина, аспаркама. И не было возможности поехать в Алмазово на прием. И я начала читать Сулишкан каждый день. И через неделю, даже через 5 дней, я уже себя прекрасно чувствовала. Я убрала все таблетки, у меня перестало болеть сердце. В общем, у меня все прошло. Я пошла в поликлинику и сделала кардиограмму. И представляете, там врач, который меня даже в детстве лечила, ей под 90 лет бабулька. И она мне сказала, она говорит: Дина, у тебя прекрасная кардиограмма. Я еще хотела монитор. Она говорит: а что ты пришла? У тебя вообще все замечательно. Кардиограмма у меня есть на руках. Ну вот я, к сожалению, тогда не сделала свое состояние, но я многим девочкам, с кем дружу, говорила на канале, то есть мне настолько было плохо, это просто не передать. Я просто не вызвала скорую, потому что я прекрасно понимала, что, во-первых, некому работать, и думаю, муж идет на сутки, а кто будет с Хельгой гулять, что вообще с собакой будет? Потому что мама не сможет с ней гулять, она крупная. И вот только вот это меня подняло с кровати. Представляете, вот я не знаю, нужно вам это голосовое или нет. Ну, реально, кардиограмма у меня есть на руках, да. Конечно, нужно. И береги себя, работай, конечно, но все равно хотя бы включи то же самое исцеление во сне. Если у вас времени нет, думать о себе, хотя бы включите перед сном, ложитесь, и эти слова, они проникают в подсознание. Вы спите, но ваше подсознание их ловит, перерабатывает внутри себя и следует вот этим вот, скажем так, этому посылу.
А почему ты сейчас много работаешь? Потому что после того, как я тебе... Ну, в общем, не буду сейчас раскрывать, там, после того, как я сказала, что надо и как, у тебя посыпалось столько клиентов, столько работы, что тебе некогда почесать затылок. Но о себе думать надо. Обязательно. Да, это закавказское исцеление, если у вас прошла нога, и боли в колено прошли и так далее. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и пользователи канала «Ведьмина изба». Меня зовут Ольга. Хочу поделиться с вами, как я избавилась от боли в пятке. По медицинским показаниям у меня была пяточная шпора. Кто знает, это острая боль в пятке, и совершенно невозможно наступать ногой, не говоря уже о обуви на высоком каблуке. Меня лечили на протяжении 2 лет и помогали только уколы в пятку, и то на пару месяцев, не больше. И боль возобновлялась. В прошлом году летом, когда нам Инга подарила ритуал «Скинуть болезни на лягушку», Во, как раз. я, конечно, в пруду наловила себе лягушек, и каждый вечер на протяжении 2 недель я стала проводить в совокупности 3 ритуала. Первую я делала сильная чистка от 12 лихоманок. Я обожаю, когда яйцами выкатываешь по всему своему телу. А там 3 яйца в этой чистке. И обязательно я особое внимание уделяла именно пятке, где у меня была острая боль. Затем я проводила кофейную чистку, оздоровление вуду. Угу. Тоже сильно. И завершающий ритуал у меня был «Скинуть болезни на лягушку». Именно эти 3 ритуала я проводила каждый вечер на протяжении 2 недель. И я избавилась от боли в пятке. Я совершенно забыла, что у меня когда-то болела нога. На снимках эта пяточная шпора как была, так она и осталась. Никуда она не делась, не рассосалась, но я о ней совершенно забыла. У меня совсем не болит нога. Я чувствую себя прекрасно и благодарю вас, уважаемая Инга, за столь ценные ритуалы. Я благодарю вас. Я вам подарю именно от шпор. Именно от шпор я подарю вам. Хотя эти ритуалы тоже помогли, но я вам вот именно от шпор подарю. Так, давайте далее пойдем. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна, слушатели канала «Ведьмина изба». Меня зовут Маргарита, и я хотела бы поделиться своей историей. 12 февраля этого года я начала выполнять ритуал от сахарного диабета. Страдаю им уже очень прилично, так как это по наследству мне передалось от моих родственников. Но еще побочный эффект был такой, как аллергия. И 2 года я не могла обойтись без таблеток от аллергии. То есть у меня начиналась чесотка. И я ежедневно должна была принимать таблетки. И вот 2 года в таком режиме я жила без таблеток ни одного дня. 12 февраля этого года я начала выполнять ритуал от сахарного диабета. Он идет 14 дней. Нужно делать его. И представляете, через 4 дня у меня прекратилась вот эта аллергия. То есть перестала чесаться кожа. И до сих пор я обхожусь без этих таблеток от аллергии. То есть вот такой замечательный ритуал. А я сделала его всего 1 раз. Конечно, нужно делать его как можно почаще. Ну вот я сделала 1 раз. Теперь планирую сделать еще 1 раз. И еще, пока сахар мой в крови, глюкоза не выровняется и не будет идеальной. Благодарю вас. Огромное спасибо за этот ритуал. Прямо это находка для меня, потому что я стала спать спокойно, я стала жить спокойно, без вот этих всех почесушек, которые раздражали меня, потому что кожа неимоверно чесалась. Вот такой вот замечательный у меня результат. Благодарю и низкий вам поклон. Вот спрашивали от сахарного диабета. Берете и делаете. Видите, как сильно помогает? Оно реально помогает.
Ну, как и все работы. Не ленитесь. Если у вас еще пока начинающая стадия, остановите это на этом уровне, чтобы не мучиться дальше. Вот на всякий прочитаю еще СМС скинула сюда. Здравствуйте, Инга. Позвольте сообщить вам результат проведенных ритуалов. Вчера, 11 апреля, 23:00, в соответствии с вашим наставлением, провела 2 ритуала на великое богатство и госпожа удача. И случилось невероятное. 12 апреля к нам поступило 26 тысяч рублей на карту супруга. Деньги пришли с его бывшей работы. Фантастика. Благодарю Фортуну, 7 духов и вас. И так далее. Фантастика, знаете почему? Потому что на бывшей работе, если они должны, они никогда в жизни не отдают эти деньги. Они всякие причины ищут. Но чтобы они долг, который не доплатили, вдруг решили отдать, это реально фантастика и чудо. Чудо из чудес. С них копейку не выдернешь. А тут долг отдали. Представляете, 26 тысяч аж. Рука не сломалась, они перевели. Так, пойдемте дальше. Потому что настолько это реально. Ой, блин. Вот, такое дело. Все. Начнем. Дальше пойдем. Добрый день, уважаемая Инга. Я благодарна безмерно судьбе, Всевышнему, что я попала на ваш канал. Вы недавно просили для того, чтобы мы рассказали о том, как мы победили болезни. Ну, я не такая уж и старая, скажем так, мне 39 лет всего лишь. Но начиная с юности у меня были очень болезненные женские дни. Это было просто невероятная какая-то адская боль. Каждый месяц я жевала кетонов, горстями в себя вкидывала. И нашла я для себя ритуал «Женская суть». Его я делаю 4 раза в месяц. И я теперь не пью таблетки. И я даже не замечаю, что со мной это происходит. Ну, также все ритуалы на красоту я попробовала. Быстро сбросить вес, он действительно работает. Ты помимо того, что не просто сбрасываешь вес, еще и набираешься сил, какой-то энергии. Она невероятно из тебя прет. Эффект как этих таблеток для похудения. Также любой прыщик, какой бы на мне ни соскочил, я всегда пользуюсь шепотком. Этот шепоток, я не помню, как он называется, я могу сказать текст. В лесу старое дерево иссохнет, так и ты рано иссохни, и сгинь. Аминь. Угу. Поэтому я безмерно вам благодарна. И хотела бы сказать маленькое напутствие людям. Да, я пыталась попасть на прием к уважаемой Инге. Я, можно сказать, попала на прием к уважаемой Инге. Но, увы и ах, Инга мне отказала. И вот те люди, которые потом после отказа начинают там какие-то гадости писать, я даже не знаю, как выразить от того, какие вы неблагодарные. Мне так наоборот. Мне отказала Инга, и я поняла, что значит у меня несерьезные проблемы. И я их в состоянии решить сама. Я, в принципе, все проблемы решила, всех победила, всех выиграла благодаря ритуалам Инги. Единственное, что мне сказала Инга, побольше использовать ритуалы там, где огонь. Да, они действительно у меня работают намного лучше. И, если честно, я даже благодарна Инге в том, что она отказала мне в приеме. Потому что если бы она мне не дала тогда пинка, а я сидела бы ждала, когда уважаемая Инга расчистит мои перекосы судьбы, то я не добилась бы всего того, чего добилась сейчас. Я вам объясню. Если я отказываю, не потому что я ненавижу человека, или у меня мстя, или я просто такая злая, плохая. Нет. Есть несколько причин. Во-первых, человек неправильно обратился, он еще не знает, что ему надо. Спрашиваешь, вы по какому вопросу конкретно хотите спросить?
Вот у вас это и это. Я даже не знаю, вот вроде хочу и то, вроде хочу и это. Я говорю, значит, ну что сказать вам, если у вас с папой так получается, но мне очень жаль, но у всех свое время. Отпустите его. Отпустите, значит, его время пришло. Это я отвечаю на чате. Так вот, если я отказываю, есть 3 причины. Первое. Неправильное обращение. Человек не понимает, что ему нужно. Я отказываю, чтобы человек понял, что он хочет по жизни, определился. Второе. Я вижу, что человек может сам справиться, но если я возьмусь, облениться, ничего не сделает. Поэтому я говорю, сделайте это, то и это. Вы сами можете справиться, у вас пока нет такой страшной вот как бы вещи. Или у меня в данный момент есть очень тяжелые такие случаи, и я понимаю, что мне свою энергию, силу нужно туда направить, чтобы оно получилось. А здесь мелочь какая-то, и это можно справиться. И далее. Я могу и грубо отказать, потому что я вижу, что человек не понимает меня и не понимает, что он может это сделать, просто он не должен сидеть, ждать чуда. Он должен взять и использовать. Он еще не изучил и не понял. И все. И если человек личность, достойная личность, такие моменты бывали, и он себя не проявил, как, понимаете, как душой грязный, не побежал туда-сюда хавкать меня, облаивать, а действительно благодарен за все, что я дала, подарила, бери и делай, я могу через некоторое время принять этого человека. И такое есть. Понимаете, всякое есть. Вот в этот момент не надо, а потом пришел человек, говорит, я уже была у вас, вы мне отказали. Я смотрю, говорю, ладно, уже можно принимать, потому что вы поняли, чего вы конкретно от жизни хотите. Различные случаи. Это не ненависть к вам и не презрение, и не неуважение, или еще чего-нибудь. Объясняю. Есть моменты, когда я свою энергию берегу для того, чтобы более сильную работу сделать, потому что я вижу, что я не справлюсь, если за это тоже возьмусь. Ну, не то, что не справлюсь, справлюсь будет долго, это все нудно и вообще без сил останусь. Либо я вижу, вот берите, делайте это и это. Мне приходят иногда, говорят, вот продать дом, пожалуйста, помогите. Я говорю, зачем мне платить, я понять не могу. Вон возьми, сделай, начитай и продавай. Ой, а вы можете сами делать? Все, вопрос закрыт. Через некоторое время приходит, я извиняюсь, я правда глупые вопросы задавала, я взяла все-таки, сделала этот ритуал, дом продала. Спасибо большое. Я говорю, ну вот я вам сказала русским языком, а вы сразу обижаетесь. Да бери, делай, ты бесплатно, ёкала мне. Бери, делай, 12 раз прочитай и дом продай. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я у тебя взяла деньги? Да без проблем. Я сейчас как скажу, $1000 на стол и дом продаешь. Вот деньги взяла и сказала, вот иди читай 12 раз и продай. Зачем? Вы не понимаете? Вот реально совесть потерять на вас, заработать, вы даже это не понимаете. И я действительно ей благодарна за все ритуалы. Этот невероятный труд Яночки, отзывчивый, добрый человек. Как кто-то смеет вообще какие-то гадости говорить в ее адрес. Поэтому всем удачи, всех благ. Не ленитесь. И, может быть, там кому-то покажется, что Инга жестоко или жестко отвечает. Самое главное, она очень справедливая и мудрая. Это самое главное. И я не перестану хвалить Ингу, потому что она изменила мою жизнь. Вы сами изменили свою жизнь с помощью меня, моих работ, потому что вы разумный человек. Мудрость другого может увидеть только мудрый человек, поверьте мне. Глупец никогда о другом человеке не скажет мудрое, разумное, хорошее. Мы говорим человеку те качества, которыми сами тоже обладаем. Грязной душой человек, черной душой завистливый человек никогда в жизни никого не похвалит, не поблагодарит, не скажет, какой она хороший человек. Вот спасибо ей большое. Вы сами должны быть мудрые, разумные и добрые в душе. Только тогда вы увидите мудрость и разум других людей. Это всегда так, поверьте мне. У вас эти качества у самой есть. Иначе вы у другого человека их не увидите. И что я хотела сказать насчет... сейчас, насчет еще чего-то я хотела вам сказать, насчет работ. Да, вы понимаете, я не алчная, чтобы вот побольше денег, побольше приходите, люди, идите ко мне, я к вам, вот это вот по акции налетайте, приходите, а там Васю приворожу, там Ваню в подарок.
Я не алчная, я никогда не дрожала за деньги, никогда. Они ко мне и так приходят, потому что я знаю одну вещь. Я знаю одну вещь. Если ты работаешь, ты никогда не будешь плохо жить. Ты не будешь жить в нищете. У тебя могут быть моменты, трудности, но ты выплывешь, если ты работаешь, если ты человек работящий. Ну, не может работающий человек, человек творческий, человек, отдающий себя полностью своей работе, жить бедно. Он в любом случае накопит себе и на шубу, и на машину, на все. Он на все свои мечты рано или поздно будет копить и покупать и так далее. Понимаете? Вот о чем я говорю. Мне и так достаточно, я и так работаю, мне и так есть у кого брать плату. Я работаю и беру плату. У меня есть эти средства. То есть я имею в виду, что мне есть откуда, из каких источников брать себе. Я зарабатываю, понимаете? Я не хочу вот просто на халяву, лишь бы мне, я не знаю, вот подумать, ой, слушай, а вот это вот, она хочет дом продать, а я же могу сейчас деньги взять и сказать ей, иди ритуал сделай, и она продастся. Я же могу так подумать. И вот что интересно, я вам говорю, все те, которые любыми способами пытаются хоть копеечку урвать у кого-нибудь, ой, давайте вот это, я вам еще то проведу, еще волшебные там браслеты вам дам, он хорошо помогает. Как ни странно, вот сколько бы они вот так вот алчно, мелочно не дрожали над копейками, они все равно не могут достичь такого уровня и не достигнут. Потому что, еще раз говорю, мелочный человек никогда не поднимается. Щедро отдаешь, много возвращается. Поверьте мне, люди не оценят, мироздание видит это. Не все друзья ценят тоже, знаете ли, не все люди, которым ты сделал хорошее, видят это. Но мироздание тебе возвращает. И когда я не мелочно, когда я говорю человеку, человек, вот ритуал, продать дом, иди, делай и продавай. И человек мне говорит, а вы сами можете сделать? Я говорю, нет, не могу. Не могу и не хочу. Я не хочу за это деньги брать, когда я тебе подарила даром. Иди, делай. Ну вот как бы, я подумала и все. Я говорю, все, конец связи. Больше не разговариваем, мне уже нервы сдают. Все, иди отсюда. И смотрю, через месяц пришла, продала, радостная вся. Ну тебе сказали, стоишь, 12 раз читаешь и продаешь. То есть вам надо сказать что-нибудь такое сложное, да, вот так. А вы понимаете, что все гениально и просто. Природа в мироздании нас и так слышит с любого места. Вот тут сидишь, слышат, и там. Люди едут в Иерусалим, чтобы Господь Бог услышал. Детский сад Бусяшка. А что, Господь Бог только в Иерусалиме сидит, в остальных местах он не видит, не знает, не смешно? Надо ехать в Иерусалим, чтобы моя молитва дошла. А ты здесь, а что, он здесь не видит тебя, нет? Вот о чем речь. Какая разница? Не обязательно эти хвосты павианов вместе связать, 12 ночей на кладбище сжечь. Можно просто стать, стоя дома, читать, и оно у вас услышится и поможет, потому что духи, они везде. Насчет похудения сейчас опять запишу, снова на себя. Представляете, я применяла лет 7 назад. И после этого я так и не нашла себе времени на стакан воды наговорить и выпить. Всем дала, все похудели, кроме меня. Сегодня буду делать все. Как знаете, Брежнев, когда вместо него написали «Малая земля». Но это не к месту, конечно, шутка, но вспомнила. Написали «Малую землю», и он даже не читал эту малую, знать не знал, о чем там написано. И все подходят, жополизы. Ой, здравствуйте, Леонид Ильич, такой замечательная такая книга, спасибо вам большое. Он такой, все хвалят мою книгу «Малая земля». Надо бы мне тоже прочитать. Вот. Все хвалят мой ритуал похудеть. Надо бы мне тоже применить. А то сижу тут, блин. Времени нет. Вы не понимаете? Вот я сейчас пойду 2-3 часа посплю. Утром меня Пуся, конечно, мой будильник. Пяу-пяу, мяу-мяу, пяу-мяу, мяу-пяу, мяу-пяу-пяу. Встаю, с ними туда-сюда, весь дом в этом, все перевернули. Все это быстренько, полчаса, час, это все надо убрать. Я каждый день убираюсь, я больная на этой почве. Я на этой почве тронутая. Я не могу ничего делать, если я дом не убрала. Ну, не могу. Я встаю,
И самое интересное, я телефон убираю подальше, потому что если я начну отвечать одному, второму, третьему, это 100% я до вечера буду сидеть. Поэтому я ложу в сторону и пошла чистить, мыть, стирать, не знаю, быстро. Час-полтора мне нужно с утра, чтобы я все убрала. Потом я работаю. Не способна. Я пока не уберу дом, пока не почистю всю пыль, я не могу. Поэтому мне чисто всегда. Когда бы ни зашли на ревизию, у меня всегда чистота. Пойдемте. Так как в том этом мультике, как кот там мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Потом раз и по башке дала и легла обратно. Такая сама невинность. Ой. Так, все, начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все жители канала «Ведьмина изба». Я хотела с вами поделиться об одном своем результате. Был такой момент, когда я не могла встать с кровати. Максимум, что я в день вставала, это на 3 часа. Больше у меня просто не было сил, ни энергии, ничего. И опять ложилась. Я вот хотела бы что-то сделать, но ничего не могла при всем желании. У меня очень сильно такой момент получился, что болело сердце. Сходила к врачу, мне поставили определенный диагноз, выписали много таблеток, сказали, что периодически, такое бывает, это может повторяться. И, в принципе, такой диагноз стандартный, ничего страшного в этом нет. Но я как бы не хотела с этим мириться. Я не стала покупать таблетки, которые мне выписал врач. Что я проводила? Соляной столб, закавказское исцеление Цавинар, восстановление здоровья на языке суахили и армянский ритуал по исцелению здоровья. На протяжении 2, может быть, чуть больше месяцев я каждую неделю проводила эти ритуалы. И шаг за шагом у меня начал восстанавливаться полностью организм. Когда проводишь эти ритуалы, ложишься ночью уже спать, да, и вибрация какая-то идет по телу, холод. Тут просто видишь, сразу оно работает, какой-то эффект необычный происходит. Единственное, что я покупала, витамины. Я не покупала те таблетки, которых они мне написали на много тысяч рублей купить. Честно говоря, мне даже не захотелось тратить на это деньги. Вот. И это, я скажу, огромное чудо. Я потом встала, и все нормально. Вот я не знаю, но уже много все-таки времени прошло, много месяцев с того момента. И огромное спасибо, уважаемой Инге, за ее волшебство. Яне, у меня все. Я хочу вам сказать, что, как бы сказать, вы можете даже провести и забыть об этом. То есть много дела, делать между делом, даже забыть, а потом раз, и у вас получилось что-то. И вы думаете, а как же у меня получилось? Вроде я не ждала такой новости или чего-то еще, а потом, я же провела там недели назад где-то. Ой, а как же я забыла? Вы забыли, но силы-то про вас не забыли, понимаете? Вы отправили во Вселенную вот этот посыл, и все, и он работает. Это механизм. Вы часы покрутили и отошли. Они без вас уже работают. То же самое. Вы сказали, отошли. Вы не думаете, что если вы сделали, это где-то растворилось? Нет. Просто есть люди, у кого-то там через 3 дня начинает, у кого-то через 5 дней, у кого-то через месяц. Но оно в любом случае, вы этот механизм уже включили, и он будет работать. Теперь хочу прочитать между делом, убрать рассорку, помириться, ритуал. Уважаемая Инга, спасибо вам огромное за такие спасительные работы. После посещения одной родственницы в семье случаются не только скандалы, но и на следующий день погибают все растения. На этот раз ситуация еще хуже. Как всегда, спасение ищу в ваших работах, так как те, кто нас видит и охраняет, передают то, что нам нужно именно сейчас. Буквально вчера вышла ваша новая работа, и не откладывая дело в долгий ящик, как говорится, я переписала вашу работу, вечером провела. Когда готовила алтарь, начала кружиться голова. Во время проведения так штормило в разные стороны, что казалось творить что-то невероятное. Значит, копоти, конечно, на всю комнату, а сегодня в семье начала налаживаться ситуация. Безмерная вам благодарность. Вот так вот. Я вам рассказывала, да, как-то, что у меня мама купила такой интересный светильник, как эти свечи черные, вот такие. Идут длинные черные свечи, ну, естественно, пластмассовые, но сделанные так красиво, советского. Не пластмасса, извиняюсь.
железные, но сверху что-то там покрашенные. И вот такие вот длинные такие лампочки, и включаешь, и знаете, такое ощущение, вот так зигзагами идет свет, как будто, то есть имитация свечи, очень красивые такие вот 6 штук, вот так вокруг, в общем, очень красивая вещь. И пришла наша одна родственница, посмотрела, ой-ой-ой, ой, какая красота, ой, как красиво, а наша-то сноха, вот дура, вот деньги тратить непонятно куда, никогда такие красивые вещи не купит, у нее вкуса-то нету, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, а чушь где вы купили, ой, пойду я дуре скажу, это пускай нихер деньги тратить деньги. Есть люди, которые свою зависть не могут остановить. Вот сейчас потом еще один случай скажу. И, короче, она, ой, как красиво, красиво, как ушла, это светильник прям лопнул, вот так просто сам по себе лопнул, к чертовой матери, все там разлетелось, чуть не сгорело. Я говорю, вот красота. Ой-ой-ой, как хорошо, ой, какая красота. И все, и трындец. У нас еще одна родственница есть, не буду ее называть. Когда она приходит, она обязательно, во-первых, копирует, покупает такой же, как увидела. Прям вот такой же. Ей подходит, не подходит. Даже могу сказать, наверное, даже размер такой же берет. Ну, есть такие люди просто, ну, а у них даже ума не хватает хотя бы через некоторое время или не показывать. Они даже не видят себя со стороны. Вообще завистливые люди, они настолько этой завистью с ума сходят, слепнут, что себя со стороны просто не видят, как они смешно выглядят. Им кажется, что это нормально. И вот она, значит, приходит, если что-нибудь у кого-нибудь увидит, вот мы купили, значит, компьютер, вот пришла и прямо начала плакать. О, скотина, целый день пьет, то на ни хрен знает на что потратить деньги, вот бы вот купила, пойду сегодня устрою, увидит, посмотрит, вот сказала 100 раз компьютер надо купить, а это вот скотина вот это так, а деньги все время туда-сюда кидает, чужим дает, а чужим там покупает, она мне... Вот целую лекцию-то просто показали. Говорю, вот смотри, компьютер купили. Писец. Не поздравляю, не красиво, ничего-то там другое. Сразу она отключилась от всего мира. Она даже не заметила, что она в чужом доме, у чужих людей, смотрит чужой компьютер. Она как начала проклинать мужа, как он там всем покупает и деньги выкидывает. А вот это самое... И вот мы сидим, смотрим, думаем, боже мой, зависть, какая страшная вещь. Как человек вот с ума сходит от этой зависти, пытаясь хоть что-нибудь такое, она грызет ее изнутри. Вот, пожалуйста, вам пример. Пойдемте дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна. Меня зовут Гугар. Я на канале уже почти 2 года. И хочу поделиться с вами, дорогие зрители «Ведьминой избы», о лечебных заговорах уважаемой Инги. Я с детства страдала от неизвестного кожаного заболевания. У меня на шее и руках появились коричневое пятно. Оно не заразное, не чесалось, не было зуда, просто неприятно. А хочется бы открытые вещи одевать. Молодая была, не смогла. Летом было мне особенно стыдно. После ритуалов, уважаемая Инги, с 3 разных редок брать воду и умыться. И я не знаю, как даже сказать. Произошло чудо. После 3 раза у меня исчезли эти пятно, которые сколько лет я мучилась от этого. Никаких таблеток, никаких уколов, ничего мне не помогло. Огромное вам спасибо, уважаемая Инга, за ваш бесценный труд. Гуар, я вам скажу, почему эти пятна. Эти пятна обычно из-за проблем с кровью. Поэтому таким людям я еще рекомендую провести вот очищение крови, обновление крови. Это из-за проблем с кровью. Она там собирается, кровь темнеет под кожей и никак не может уйти. Давайте дальше послушаем. И еще хочу поделиться, что
маме, простите, я волнуюсь, у моего мамы всегда варикоз, суставы, головные боли. Сделала вот как с ножницей над головой от сустава, как после 3-4 раз она уже вот почувствовала этот, который постоянно она страдала. Сама сейчас хоть плохо видит зрение с очками, и сидит и читает все ваши лечебные заговоры, все ваши лекции. Вот. Привет ей передайте. Как бы уже другое занятие она нашла для себя. Огромное вам спасибо. Я вам хочу сказать, что пожилые люди, которые на моем канале сидят, ну, мамы моих зрительниц, да, которые тоже потом сидят, смотрят и так далее, у них какой-то смысл жизни появился, знаете, у них жизнь продлевается. Вот за счет того, что они смотрят, интересуются, мир духов, они, то есть, знают, что, в принципе, они как бы на закате своей жизни, но у них нет страха, они понимают, что... То есть объяснение, у них исчез страх смерти, а когда страх смерти исчезает у людей, люди дольше живут, потому что внутри них нету вот этого трепета, а что будет там, а как, от чего. Они не думают уже о смерти, они не переживают по этому поводу. Естественно, у них жизнь продлевается, потому что они узнают интерес, мироздание изучают, понимают, и поэтому я рада, что вот таким людям тоже я могу помочь тем, что я вот своими лекциями, проясняя, что там происходит, что этого бояться не нужно, и они отпускают этот страх смерти, и они дольше живут. Уважаемая Инга, очень жаль, что мы раньше о вас не знали. Очень жаль за потерянное время. Но ничего, как говорится в народе, всего своему время. Благодарю вас. Вы знаете, вот когда видишь такую как бы любовь народа со всех сторон, иногда самой бывает, знаете, так совесть грызет, думаешь, блин, может, я с людьми слишком строга, ну, слишком грубо себя веду. Вот так люди, знаешь, нагрубишь человеку, а потом человек там благодарит, отправляет голосовое или что-нибудь. Не про этот случай вообще. Но я думаю, что люди должны понимать, я варюсь целыми сутками в несчастьях людей. Все, что происходит с моим народом, не с моим, неважно, вот эти события, это все это фильтруется через меня. У меня истонченная нервная система, мне иногда нужно восстанавливаться, иногда могу быть спокойной, иногда издерганной, поэтому вы должны понимать это. И поймите, все профессора, все ученые, которые учили своих учеников, они все были нервные, издерганные, грубые люди. Но их терпели. Знаете почему? Потому что они несли свет знаний. С помощью них люди начинали понимать, вникать, они становились лучшими профессионалами своего дела именно благодаря строгости учителя, этим волшебным пинкам и так далее. Ну, я не знаю ни одного человека в истории, сильного человека, да, который оставил свое имя, у которого был просто характер сахар. Поймите, как вам сказать, мягкий характер тебе не даст идти вперед. Смотри, сколько сотен тысяч. Со всеми надо говорить, всем надо объяснять. Нужно так говорить, чтобы дошло. Надо привести в порядок. Иногда начинает дню не распускать. Ой, вот это что делать? Ой. Так, берешь за грудки, трясешь, сажаешь, даешь пару пощечин, сверху выливаешь стакан воды. Все нормально. Ой, спасибо, уже мне хорошо, я поняла все. Понимаете? Поймите, вы идете к врачу, и у вас какая-то, не дай бог, нехорошая болезнь. И вот врач, ой, что будем делать? Ой, как я сочувствую, ой, сидите вместе с доктором, значит, ревете. Такого же нет, правда? Что вам говорит врач? Будем лечить, будем делать, бороться и побеждать. Все, настроились, пошли. Не будет врач с каждым из вас сидеть плакать. Иначе это не врач, иначе его не хватит на всех. Поймите, они оперируют, они видят смерти, они кого-то спасут, кого-то... Если каждый раз они будут близко к сердцу принимать, они сойдут с ума.
Они иногда говорят, перед операцией я стараюсь с пациентом не общаться, чтобы он мне не стал родным человеком, и у меня рука не дергалась, понимаете? Нужно хладнокровие. Если я буду с каждым нянькаться, плакать, я перестану быть хладнокровной. Я не смогу вам помочь. Я буду вникать в ваши проблемы как родному человеку. Это будет меня как бы угнетать, я буду мучиться, страдать. Мне будет нехорошо. А мне так нельзя. Вы должны быть для меня как работа. Вы пришли, вот это... Говорю вам грубо, но это так. Только так я помогу. Хладнокровно. Отсекли это, убрали то, убрали это, убрали все. Все, исправили, на тебе, иди. А если сидеть с каждым и реветь, вы представьте, вас сотни тысяч, я одна, я вообще сдохну. Поэтому, когда человек приходит, говорит, ой, хочу продать дом. Я говорю, берешь это, берешь то, делаешь, продаешь. Ой, а что вот если берешь то, вот это продаешь. Третий раз я говорю, все, до свидания, не разговариваем больше. Поняла, поняла. Не поняла, стала малодушно ходить, стала там куда-то чего-то. Все, туда им и дорога. Идите. Идите. Я посмотрю в этих говногруппах, кто вам чем поможет вообще. Ля-ля-ля-ля. Ну, если, конечно, вам сплетни не хватает, кто с каким мужиком спал, кто на трассах стоял, кто почем чего себя продал, пожалуйста, ради всех богов, идите. У вас пустая никчемная жизнь, сидите там, тявкайте. Но если вы хотите поменять свою жизнь, вы должны понять, вы... Будьте лучше с грубым человеком, но от которого есть толк, и который вас вытащит из бездны, спасет, чем вот эти лисы, жополезы. Ой, ты моя хорошая, ой, ты моя золотая, ой, ты моя прекрасная, ой, ты моя любимая, ой, ты моя дорогая. Я вот прям все бесплатно делаю, только плати за свечи 500 тысяч. Остальное все бесплатно, только свечи дай за 500 тысяч, и все. И остальное ничего не надо платить. Все бесплатно делаю. Иду, молюсь я за тебя 40 дней, хожу по всем церквям, свечи ставлю. Я не знаю, до Иерусалима еду за тебя молиться. И так далее, и всякая хрень. Понимаете? Можно грубо спасти человека, а можно жополиством все деньги у вас выманить и вас послать на 3 веселые, хорошие, прекрасные буквы. Слушаем дальше. Я извиняюсь, я выпью пока... Ой, выпью, попью. Если бы я пила хоть чуть-чуть, вживую не проходила все это, мне сейчас нервы были бы вот такие. Но, к сожалению, я вообще никак не могу. У меня головные боли такие могут быть, что я на стену полезу. Пол-рюмки просто вот вина выпить, и достаточно, чтобы я весь день мучилась от этой головной боли. Мне нельзя вообще... К сожалению, поэтому вот так вот завидую алкашам, выпьют и все похрену. А я вот так вот, вживую. Слушаем дальше. За бесценный труд, за ваш труд, уважаемая Инга и Яна, огромное вам спасибо. Дорогие друзья, сделайте и получите, потому что здесь нету обмана, здесь нету вранья. Просто сделайте. Я в своей жизни, скоро уже меня 48 лет, никогда не поверила. Жизнь и жизненные уроки так сделали, чтобы надо было стучать кому-то, что-то ходить. Я не скрываю об этом, но нигде не нашла то, что просто случайно попало в канал. Я не говорю это, чтобы в глазах Инги подниматься или рекламировать Ингу как армянка. Нет, мы совершенно не знаем друг друга. И иногда из-за этого много чего скрываем, не говорим, потому что есть разные люди, думающие как о разных, что вот свои, вот якобы собранная команда хвалят своих. Нет. Ну, это да, они любят такую чушь так. писать. Мы совершенно незнакомые люди. Я просто, как и вы, случайно через YouTube, когда мне было плохо. Я извиняюсь, если это все моя команда, все 200 тысяч отсюда, 50 тысяч другого канала, 70 тысяч с этого канала, то я вообще крутая женщина. Ни хрена себе 500 000 команду собрала. Вот те на... И всем платит. Вот всем 500 000. Блин, откуда же у меня столько денег? А, я поняла, я же это... клад нашла, Аладдина. Слушаем дальше.
думала, и не было возможности уже кому-то ходить этих шарлатанов. Искала в интернете. И случайно, когда я читала, думаю, вот Инга Хусроева. Хусров – это армянское имя. Да, Давай правильно. посмотрим. И с первого раза мне привлекла голос и грамотность, речь человека. Оно мне было, не знаю, сказать родное или истинное. Здесь есть два вещи. Скорее всего, истинное, настоящее. Начала читать, начала то, что раньше не было, листала, искала пропущенные лекции, все читала, все, что смогла, где еще не понимала. Иногда были вопросы, которые хотела задавать, а потом видела, что не каждый вопрос можно задавать, молчала, чтобы не попасть, как всегда. Ну, не хочу об этом говорить, как бы черный список. Не попадете. Не попадете. Я вначале очень корректно объясняю, поверьте мне. Я сразу не кидаю людей. О, что вы пришли? Я вижу, что иногда человек, например, не знает мой канал. Я говорю, а вы знаете мой канал? Изучали? Ну, я не знаю. Я говорю, вот наберите «Ведьмина изба» и изучите сначала, чтобы понять. Ну, в конце концов, вы пришли, хотите заплатить. Вот вы поймите, как вам объяснить? Вы хотите заплатить, вы приходите. Может, я под чужим именем работаю. Ну, бывает же, ну, хрен его знает, сколько таких. Может, кто-то под моим именем работает. Ну, вы не хотите понять для начала, с каким человеком вы связываетесь, кому вы отправляете деньги. Почему я вам говорю? Да потому что сколько людей так по 500 000, по 1,5 миллиона вообще непонятно куда отправили, потом плакали. Поэтому говорю, изучите. Если бы я была человек, который боится чего-то или спешит побыстрее там обчистить карманы, я бы сказала, давайте, вот у вас приворот, порчи, давайте снимать. А я не так говорю. Я говорю, изучите мой канал. Узнайте меня, поймите, может быть, есть там работы, которые вы можете взять бесплатно сделать. Посмотрите все за и против, даже критику меня смотрите, даже гадость обо мне посмотрите. Сопоставьте, чтобы завтра вы уже 100% готовы пришли, сказали, да, я доверяю этому человеку, хочу, чтобы она мне помогла. Все, и мы с вами поработаем, понимаете? А то мало ли что, может, вы легковерная дурочка какая-то, пошли сюда, посмотрели, потом какая-то батюля вас отговорила, и вы, ой, а вот и мне там сказали, а вот это я посмотрю. Все, понимаете? Посмотрите, чтобы я поняла, что вы психически устойчивый, нормальный человек, который думает своей головой, которому невозможно внушить всякую херню, невозможно отвести от моих работ и так далее. Тогда я поняла, адекватный, нормальный человек, работаю, все. Понимаете? Посмотрите, изучите человека, потом платите деньги. Никто никуда не бежит. Когда эти курицы говорят, ой, лишь бы там заработать или что. Если бы я хотела лишь бы заработать, я бы тут же цап-царап в день по 500 человек принимала. Нет. Я хочу, чтобы человек понял, кому идет, нормально, достойно, просмотрел, полгода посмотрел, что, как меняется жизнь людей, понял, как результат достигается и так далее. Вот уже он знает меня, знает мой канал, знает за и против, знает всяких батюль-матюль и говорит, пошли нахер. Все, я нормальный человек, я всякую херню не слушаю. Пришел, я работаю с этим человеком. Вот почему я вам говорю, что изучите просто, да и все. Все за и против. Вы понимаете, лучше вначале все узнать обо мне и прийти уже готово, зная, к кому я иду, чем потом идти, потом начать сомневаться в ком-то. Может быть, это ваше право в том числе. И я буду потом, мне будет оскорбительно, что я вам помогла, а вы как сука побежали там сидите и так далее. Не будет ни вам плохо, ни мне плохо. Все изучили, узнали, пришли, адекватный человек, работаем. Никаких проблем. Понимаете? Все, давайте дальше слушать Гуар. Мне кажется, это Гуар Блак, да? Она должна быть, может, другая. У меня есть несколько Гуар, у нас зрительниц. Просто пытаюсь понять, который из них может говорить. Так, продолжаем. Вот, нельзя беспокоить, человек занятой. И все, слушала. Если что-то не понимаете, можно... Там разные вопросы в комментариях, вопросы, которые хотим задавать, задали другие, оттуда уже получили еще информацию. Так что
здесь все честность и истина, и настоящее. Пожалуйста, сделайте и получайте и здоровье, и удачу. Огромное вам спасибо. А лишнее то, что я допускаю сейчас, можете из-за ошибки не все там как бы выложить. Уважаемая Все Инга, нормально, не переживай. огромное вам спасибо. Инга и Яна, девочки, вы молодцы. Вы, не знаю, я не знаю, я слов не могу найти. Это честно, это искренне. А знаете, перед настоящей ведьмой нельзя, не сможешь, даже если хочешь врать. А вообще-то врать это некрасиво. Благодарю вас. Очень, очень, очень большое, огромное спасибо. Извините, что беспокоит. Во-первых, хочу сказать, что на канале у нас люди очень корректные. Если кто-то плохо говорит на русском или не владеет языком, здесь ничего стыдного нет. Мы все не обязаны знать русский язык. Люди живут и в других странах, и мы понимаем, что это, нормально. Вы нормально говорите и на русском языке, потому как русский язык после китайского один самый сложный. Если мы смеемся над всякими там товарищами, и это просто шутка, не обращайте внимания. Я работаю со всеми. Я работаю с людьми с Казахстана, с Кавказа, отовсюду. Просто когда человек пытается... знаете, много чести о ней говорить, просто смешно, потому что все время же отмечает тебе, попадается на глаза, эта сумасшедшая больная. Такие больные были, и кто-то куда-то ушел, кто-то на землю, кто-то в землю, кто-то еще куда-нибудь. Дело не в этом. Просто мы смеемся над ними, чтобы показать, что ваш уровень и наш уровень, понимаешь, совершенно разный. Но не из-за этого. Если даже человек 2 слова будет знать по-русски и как-нибудь изъясняться, никто никогда смеяться не будет на нашем канале, поверьте мне. Здесь замечательные люди и все понимают. Совершенно никто не будет. Мы смеемся только просто над кишлаком, который себя мнит профессором. Я буду, если твой ритуал сейчас не разберут, и посмотришь. Вот это очень... Ну, что за выражение колхозное? Да, сегодня обиделись на колхоз, да? А я 500 раз говорила, что колхоз, это я не имею в виду людей, которые в колхозе работали. У меня бабушка тоже в колхозе работала. Вы должны понять, что колхоз – это обозначение неграмотности, невоспитанности, понимаете, развязанности. Ты говоришь, ты что, колхоз, что ли? Колхозник необразованный или дурак? А не потому, что вы в колхозе работаете, я вас оскорбляю. Ну, в конце концов, начните немножко думать глубоко. Понимаете? Колхоз – это не говорит о том, что вот вы в колхозе родились, и вы плохой человек. Колхоз мы говорим о том, что когда человек невоспитанный, когда человек неотесанный. Вот колхоз или деревенщина, деревня. Ну и что, я тоже в деревне родилась, и что? Ой, деревня, зачем вы оскорблять? Деревня – это значит неотесанный человек, понимаете, тупой. Вот о чем говорим мы. Пойдемте дальше. Доброго времени суток, уважаемая Инга. По вашей просьбе хочу поделиться историей выздоровления моей мамы. В ноябре 2020 года у моей мамы, ей уже 68 лет, начались сильные боли в руках. Боли были настолько сильные, что она не могла просто их терпеть. Спать ночами не могла. Суставы начали деформироваться. Она не могла держать кружку в руках. Была сильная слабость во всем теле. Она просто слегла и не могла ничего делать. Еле ходила. Мы, конечно, записались к врачу. Начали проходить обследование. Анализы были плохими. Было подозрение на ревматоидный артрит. Нам выписали только лекарства от боли и продолжали дальше обследовать. Маме становилось все хуже, она похудела, на ней не было лица, невозможно было смотреть, как она мучается. Я ей принесла белую свечу, бокал с водой и заговор на исцеление. Сказала читать 7 дней,
И также сказала читать исцеление во сне заговор и восстановить здоровье. Тоже читать перед сном. Она через боль, сил у нее не было, держать бокал, с трудом могла, но все делала, как я ей сказала. Где-то в 20-х числах декабря она проснулась и говорит: у меня перестали болеть руки, я могу ими шевелить. Она стала бодрая, как заново родилась. Все прошло, и вот уже как бы апрель месяц на дворе, больше такого не повторялось. Чувствует себя отлично. Еще она сказала мне, что уже выучила слова заговора и теперь читает их перед сном. Ну и периодически 7 дней подряд делает ритуал со свечой и бокалом воды на исцеление. Моя мама передает вам свою благодарность, что вы ваши работы ее спасли от ужасных мук и боли. Уважаемая Инга, благодарю вас от всей души. Дорогие друзья, знаете, что я вам хочу сказать? Очень приятно. Приятно даже представить, что люди твои работы, твои слова повторяют, читают. Мне реально приятно. У меня нет времени часто писать, но я захожу иногда в гостиную ведьминой избы, я все это смотрю. Я хочу, чтобы вы поняли. У вас одна работа. Вы поработали, пришли домой, легли спать. Ну, смотря где вы работаете, да? А у меня тысячи этих дел. Поэтому вы можете себе позволить прийти, посмотреть и так далее. А я могу позволить раз в 3 дня на полчаса зайти просмотреть. Понимаете, чтобы вы поняли, что это не игнор. Мне приятно, и отправляйте еще эти ролики, мы будем загружать, показывать людям и прочее. Я вам хочу сказать, вот Гуар только что говорила, делайте, пожалуйста. Почему люди иногда говорят, делайте, пожалуйста, не ленитесь, они прям просят вас. Потому что они на себе ощутили эту перемену, настолько ощутили, они настолько ошарашены результатом, что просто очень хотят, чтобы вы тоже почувствовали это состояние. Понимаете, почему? Всегда так. Вы вспомните в детстве, когда ты что-нибудь увидела такое необычное и хочешь, чтобы родители посмотрели или твоя подруга, а они говорят, ну потом, и ты там со слезами аж готова реветь, ну пойдемте, я хочу показать. Потому что ты увидела это невероятно, для тебя это такое потрясение, шок, и ты хочешь, чтобы обязательно кто-то посмотрел еще. Вот то же самое здесь, когда человек весь больной, все болит, сил нет двигаться, ничего. И через несколько дней говорит, я просто живу, у меня боли исчезли, я просто живу. И, конечно же, этот человек очень хочет, чтобы те, у которых такое же состояние, точно так же это сделали. Спасибо, Рано. Понимаете, чтобы они точно так же сделали, почувствовали то же самое, что вы чувствовали. Вот о чем речь. Поэтому и говорят, пожалуйста, делайте, это же бесплатно, ну бесплатно. Вы готовы платить за какие-то мифические какие-то нити, спасительные свечи и так далее, а здесь совершенно бесплатно. Мне иногда жаль людей, которые так глупо проворонили с тебя свой шанс. Правда, жаль. Вот уходят какие-то говногруппы ради сплетен дешевых, они готовы разменять вот эту возможность получить новую жизнь, потому что я вам еще раз говорю, люди приезжали к двери ведьмы, месяцами дежурили, ждали, пока она примет, лишь бы у них все поменялось в жизни, лишь бы новая человеческая жизнь началась, понимаете? А им просто так это дается, и они настолько глупые, что это удовольствие сплетничать о женщине разумной, да, удачливой, как им кажется, и для них важнее, чем перемены, чем новая жизнь. Это глупые женщины. Я их могу только пожалеть. Понимаете? Вот и все. Что они просрали свой шанс. По-другому говорить невозможно. Просрали свой шанс на нормальную человеческую жизнь. Я извиняюсь, сейчас я запуталась, который из них. Так, секунду. Доброго времени суток, уважаемая Инга. Нет, мы это слушали, кажется, да? Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яночка. Здравствуйте, все подписчики канала «Ведьмина изба». Мое имя Лариса. Я хотела бы рассказать, как я поправила свое здоровье благодаря ритуалу. В ноябре месяце 2020 года я попала в больницу с диагнозом бактериальная пневмония. После выписки выздоровление оказалось очень сложным.
кашель, температура держалась 37,2, 37,4. Сильное потовыделение, слабость такая, что причесаться было тяжело. На протяжении 2,5 месяцев болезнь меня так вымотала и измучила до невозможности. И вот в середине февраля вышло видео на канале у Инги о шепотках на здоровье. Этот шепоток от простуды начинается со слов: «Из-под камня лотаря выбежали 3 волка». Вы знаете, на 3-й день у меня исчез кашель, пропала температура, и все как рукой сняло, как будто бы я вообще не болела. Этот тихий, маленький, в стихах шепоток имеет такую силу. Извиняюсь, я вам скажу. Да, шепоток, он точно такой же сильный, как ритуал. Вы не думаете, что если там шепоток какой-нибудь или маленький заговор, это значит, ну, так себе. А он точно такой же силы. Просто ритуал, он более основательный для более таких, знаете, долговечных дел. А ритуал, шепоток, чтобы вот прямо сейчас помогли. Вот и вся разница. Что те, что эти сильны. Мощь невероятно просто. Ну, у меня появились силы, мне стало радостно, легче. Я стала проводить ритуалы исцеления водой. Затем провела ритуал чистка дома, чистка силы земли. Ну а сейчас я пользуюсь шепотками на все случаи жизни. Начинается этот шепоток со слов: «Течет река через горы и камни». Я хочу поблагодарить Ингу и сказать ей огромное спасибо за ее труд, за помощь нам, простым людям. Пожелать ей и всей ее семье, родным и близким крепкого здоровья, благополучия и удачи. Спасибо вам большое еще раз. Всего вам доброго. И вам здоровья, не болейте. Я вам сейчас хочу понять, с какого места я... Секунду. Добрый день, уважаемая Инга. Не помню, мы слушали? Я благодарна безмерно судьбе, Всевышнему, что я попала на ваш канал. Вы недавно просили для того, чтобы мы рассказали о том, как мы победили болезни. По-моему, слушали, да? Ну, я не такая уж и старая, скажем так. Мне 39 лет всего лишь. Мы слушали, извиняюсь. Хочу понять. Здравствуйте, уважаемая Инга. Нет, мы слушали. Здравствуйте. Все. Я поняла, с какого места мы не слушали. По вашей просьбе хочу поделиться историей выздоровления моей мамы. В ноябре 2020... Тоже слушали только что. Кажется. Секунду, теперь. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка. На канале я 1,5 года. Провожу чистки. Секунду. Если кого-то не включу, забыла, например, вы прослушайте эфир. Если я вас не включила, отправьте еще раз Яне. Я на следующий эфир включу. На достаток ритуалы. Все мне очень помогает. Но ритуалы на здоровье меня просто удивляют особенно, потому что испытываешь все на себе. Облегчение, все это помогает. У меня болит спина, проблемы со спиной. Провожу ритуал вот этот вот 6 котов, 6 кустов. Ну, заговор такой. Еще проведите от боли в спине с молоком. Очень мне помогает. Когда ножом отсекаешь это все, утром встаешь прям хорошо. Еще мне для спины помогает ритуал, который вот когда блинчики нужно отнести, что-то под дерево, вот это. Да. Забыла, как он правильно называется, но он у меня записан, я его тоже часто провожу. Еще мне как бы мигрень у меня тоже особенно бывает. Раньше часто была, сейчас я вот тоже заговор, который вот на воду, когда режешь ножом воду. Вот этот вот ритуал мне очень помогает. Я его одно время прям проводила где-то в течение недели, наверное. Давайте вы не будете задавать вопросы по ритуалам здесь, потому что люди говорят, ритуал такой-то, набирайте, смотрите, там все, описание есть. Нет, относите, когда боль проходит.
каждый вечер очень как бы мне помогло, и утром просыпаюсь, и голова не болит, это меня очень радует. Еще мне очень нравится грызуха-грызушница для живота, вот пищеварение очень мне как бы нравится. Еще коротенький шепоток, который на воду, когда там читается вода Марьяна, вот это вот через меня пройди, до желудка дойди, очисти болезни. Вот этот вот очень. Я его читаю каждое утро на воду и прям утром выпиваю стакан воды. Все, большая вам благодарность за все. Я очень вас люблю, очень ценю вас, всегда слушаю ваши лекции. Мне очень все нравится и вообще такое счастье, что я познакомилась с вами. Не знаю, даже вот слез не могу сдержать, как мне. Все будет Спасибо вам хорошо. большое. Если вас привели на мой канал, значит, вы достойны того, чтобы менять свою жизнь. Недостойных людей тоже приводят, конечно, на канал, но просто духи хотят дать им шанс, они этот шанс не видят, не пользуются. И, естественно, второго шанса им судьба уже не дает. Им, значит, вернуться нужно в свою канализацию, откуда они и вышли, собственно говоря. Так, пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая ведьма Инга. Здравствуйте, уважаемая Яна. Здравствуйте, все подписчики канала Ведьмина изба. Меня зовут Татьяна, и это мой отзыв по обращению к ритуалам, подаренным ведьмой Ингой для лечения болезней. Хочу сказать сразу, что обращаюсь я по всем, скажем так, по всем тематикам. И, уважаемая ведьма Инга, я вас благодарю за то, что вы нам подарили столько бесплатных ритуалов для лечения и для судьбы, и для... Спасибо за такое обращение. Я просто к месту вспомнила. Вы не обижайтесь. Из фильма «Я Александр Матросов». Я как Александр Матросов. Лично я как Александр Матросов. Вот я, собственно, как Александр Матросов, понимаешь ли, я вроде бы как Александр Матросов, я, собственно говоря, вот как Александр Матросов считаю, что и в каждом слове я как Александр... Да, я ведьма Инга, все правильно. Слушаем дальше. Не обижайтесь, это просто шутка. для богатства на все случаи жизни, и все они срабатывают. Благодарю вас. А схватила меня как-то ангина, причем ангина выступила такая с температурой достаточно гнойная, и я себя очень плохо чувствовала. Использовала ритуал 12 бесениц, 12 девиц как раз накануне подаренной ведьмой Ингой. Тогда я решила первый раз попробовать вообще не использовать никакими, а полностью довериться силам для лечения. Уже после первой ночи у меня температура почти полностью спала, в целом было лучшее состояние, уже могла говорить, а вообще я проводила ритуал 3 ночи, то есть после 3 ночей полностью состояние стабилизировалось и стало здоровым. Все, наверное, знаете, да, попробуй ангину вылечи, тут за неделю не вылечишь. Еще меня очень сильно удивил, восхитил ритуал обращения к черному коту, когда болит спина. Тоже решила не использоваться никаких медикаментозными средствами, провела ритуал, дошкандыбала тогда как раз к дереву, делаю откуп, значит, и тут появляется мордочка такая большая черного котика. Я это восприняла как знак. И с тех пор спина пока еще не болела. Головные боли, желудочные боли, боли по-женски, зубные боли, использую обращение к характерникам дрибл мене адекого вепря. Снятие боли происходит мгновенно. То есть я теперь практически не пользуюсь никакими средствами для обезболивания. А раньше постоянно, особенно когда от желудочной боли, постоянно что-то пила. То есть меня это мучило. С тех пор меня уже то есть никакие боли меня практически не мучают. Провела тоже накануне ритуал от неизвестной болезни. Исходила из того, что в организме, возможно, есть какая-то хронь, которую я не знаю, то есть, потому что я сейчас не проводила никакие обследования. И
то есть по результату чувствую себя намного бодрее, стал больше прилив сил, живее, активнее. То есть самочувствие стало такое, как знаете, после хорошего, может быть, отпуска, либо отдыха на море. То есть так стало очень даже приятно. Да, и еще вот головная тоже боль и туман в голове, чистилась кофейная чистка. Очень хорошо срабатывала. То есть чистота в голове, так хорошо потом думается, чтение, воспринимается новая информация. То есть новая информация воспринимается на ура. Я благодарю вас, уважаемая ведьма Инга, что вы нам, просто вы дарите нам и нам безоплатно. Многие, наверное, даже не понимают, насколько это нам этот дар мы получаем на все случаи жизни, которые можем использовать. И вот, пользуясь возможностью, я хочу вам пожелать, дай вам боги вот долгих, не просто лет жизни, а долгих, ярких, долгих, счастливых, богатых лет жизни. И вашим всем родным и близким, и тем людям, которые вы любите и вас уважают и любят. То есть самого вам искренне, самого хорошего, чтобы все у вас сбылось то, что вам вот хотелось бы. Аминь. Спасибо большое. Мне очень приятно, правда. Я чувствую, что это искренне и от всей души. Давайте послушаем дальше. Еще я проводила «Создать свой мир» и для детей материнские защиты. Это И Гуар, я так поняла, да. Руинтану для сына. И, как видите, Инга, все эти защиты мне и моим детям очень помогли. И все это сумасшествие обходит как меня, так и моих детей стороной. За что вам огромное спасибо. Я вам безмерно и безгранично благодарна. Я надеюсь, Инга, что я в скором времени приеду и обязательно увижу вас. Огромное спасибо вам за все, в самом деле, за все, что вы для нас всех делаете. Нет, это Катя. Я ее голос узнала. Сейчас. Уважаемая Инга, я бы тоже хотела лично вам рассказать о результатах, проведенных мною. А если уж точнее, эко. По поводу миомы. Просто мне неудобно это писать или нет у вас на канале. Значит, в прошлом году я вам писала, Инга, что несмотря на то, что я 1,5 года до того, пока обращусь к вам, проводила гормональную терапию, даже больше, и она не приносила никаких результатов, и был огромный риск рака молочной железы. Поэтому, когда я делала около года ваших ритуалов, я вам написала, что на контрольном обследовании спустя год ни на миллиметр она не была увеличена в размере. К тому же, благодаря именно ритуалам, у меня уже не было таких обильных кровотечений. Но спустя 1,5-2 месяца у меня все записано. Я веду 2 года дневники тех ритуалов, которые я проводила, как провожу, и 12 лихоманок, и Параскева пятница. Только я провожу как курсами. Вот 2 месяца могу делать каждую пятницу Параскеву. Вот в месяц раз или в 2 месяца раз лихоманки. И вот так все ритуалы. Поэтому спустя 1,5 месяца, Инга, я полностью отменила себе гормональную терапию. Я вообще не принимала лекарств. И к чему я пришла, Инга, у меня полностью прекратились кровотечения. Но, правда, тогда цикл был еще не нарушен. Но после того, как в январе вы дали нам ритуал изменить состав крови, Инга, полностью восстановился цикл. Сейчас я прошла контрольное обследование, как и каждый год. Инга, ни на миллиметр миома не увеличена. У меня нет вообще кровотечений, само собой разумеется, так как и цикл восстановился.
К тому же я вообще не провожу гормональную терапию, полностью я отменила ее. И когда она попросила меня сделать анализ крови на уровень гормонов, Инга, у меня все настолько правильный уровень гормонов в крови, что вот вы верите, в моей ситуации я могу даже в этом возрасте родить ребенка. К чему я это говорю? Мне это не нужно. Но для тех, кто хочет стать матерью с вашими ритуалами на беременность в сочетании с этим ритуалом, это что-то неправдоподобное. Вы сами подумайте, мне 43, у меня миома, был нарушен цикл. Плюс ко всему последние роды 17 лет назад. И все это время у меня, после развода, у меня не было, скажем так, партнера, да. И это все ведет меня к менопаузе. И несмотря ни на что, у меня восстановлен цикл. Вы понимаете, насколько сильный этот ритуал и как он может помочь тем женщинам. Я извиняюсь на секунду, я объясню, почему. Да, это все-таки Катя Эка. Почему они помогают? Казалось бы, любой человек, эрудированный, одаренный, может быть, сядет, какое-нибудь красивое что-нибудь придумает, да, возможно. Понимаете, друзья мои, вот есть ведьма. Она рождена ведьмой. У нее бабушки были ведьмы. У нее в родне есть такие люди одаренные. И этой ведьме эти силы ее вытаскивают, поднимают в этом мире, да, учат, воспитывают, проводят через трудности, тернии, через испытания. В общем, закаляют из нее, делают настоящую ведьму, как должна она быть. И потом ей говорят, вот, например, для исцеления такой-то болезни скажи людям, так напрямую не сидят напротив, чай не пьют, и мне не говорят, вот так сделай, но подсознательно подсказывают, вот так сделай, скажи людям, пускай берут вот эту траву, в такой-то день читают вас столько раз читают, вот такие вот слова, и мы послушаем, мы подчинимся и поможем им. Понимаете? Вот как вам сказать, вот смотрите, вот грубо, если так вам объяснить, так на пальцах. Например, какому-то знакомому ты просишь, говоришь, там, устрой такого-то на работу. И он говорит, пусть мне позвонит в понедельник, после обеда, потому что у меня будет совещание, да? Значит, после обеда пусть позвонит мне и скажет, что она от тебя. Вот, она звонит от Инги. Вот, здравствуйте, я по поводу работы и так далее. И тогда я помогу. Теперь поняли? То есть, если человек позвонит сам ночью, не представится, не скажет откуда, кто сказал, кто отправил, его пошлют на 3 буквы и не помогут. Но если он позвонит по тем условиям, которые ему сказали этого дня, в этот час, и сказать такие слова, значит, этот человек ему поможет устроиться на работу. Вот то же самое здесь. Если человек в такой-то день или в такой-то вечер проведет такой ритуал с такими словами, столько раз произнесет и так вот откупится, тогда мы поможем этому человеку излечиться от такой-то болезни. Вот так и передай. Пусть они к нам обращаются вот такими словами в такой день, в такой час и столько раз читают. Понимаете, о чем? Вот о чем речь. То есть они говорят, какие слова они хотели бы услышать, чтобы помочь. Какой бы откуп они хотели получить, чтобы помочь. И ты людям это грамотно, правильно передаешь. Люди это делают, и они сразу, понятно, как там, да? Вот вас только позвони, скажи, я от того, и тебе помогут с работой. Вот вас только взяли, начитали, и духи, которые идут на ваш вызов, говорят, понятно, это то самое, что мы сказали. В общем, вот таким образом к нам обращайтесь, тогда мы поможем. Все, помогаем. Вот так происходит, понимаете? То есть просто взять и написать что-либо, это не значит, что эти силы подчинятся и помогут. А если эти силы сами говорят человеку,
как надо людям делать, и они помогут, вот тогда помогают. Я вам говорила, в Казахстане есть женщина, ее Апашкой называют, тетушка. Я не знаю, сейчас она жива или нет, не интересовалась. Очень сильный человек. Но последние годы она не принимает. У нее там ученик есть, по-моему, или она уже отказывает, у нее сил нет. И она говорит, мне духи сказали, чтобы человек прошел через 3 барана, то есть под ними, вот так держит баранов, он под ними проходит, и у него болезнь пройдет. Или она берет палку, значит, так, ну не бьет, конечно, так вот, касается тела человека, мол, бью эту болезнь, оттуда изгоняю. И человек выздоравливает. И когда ей сказали, мол, а что ты делаешь там палками? Она говорит, вы что думаете, все дело в палке, что ли? Берите, говорит, палки и избивайте друг друга, я посмотрю, у вас болезнь уйдет или нет. Все дело в том, что тебе позволено это снять, что через тебя сказали, как это надо делать. Вот так захотелось духом уйти, понимаешь? И это надо делать, чтобы духи ушли. Дошло до вас, что такое настоящий практик, а что такое фуфлагон, который покупает книги, что-то прочитал и продает лекции о том, что известно до него 100 лет назад. Слушай. У меня нет слов. Результаты этого ритуала превзошли все мои ожидания, Инга. Вот я даже себе представить такого не могла. Искренне вас благодарю. Вы знаете, я начала работать. Единственное, что у меня, правда, не получается, это приехать. И я планировала приехать и привезти вашу брошь, но так и не смогла выехать из-за этих локдаунов. Ничего страшного, и успокойся. Это тоже, вы не поверите, Инга, вся больница, всей больнице, то есть всем врачам сделали прививки. Только шеф всей больницы, то есть главврач всей больницы не делал прививку. И это тоже благодаря вашим ритуалам. Я не знаю как, но они мне даже не говорят, почему я не делаю. Во-первых, Марок, ведьмака, да как же звать его? Ивана. Я вспомню, напишу. Думаю, вы сами догадались, кого. Сирко делала и зеркальный щит. И я одна из врачей из всей больницы, та, которая не делала прививку. Вот это вот все переживают, работающие. Значит, человек делала Сивко, Марок ведьмака Ивана и зеркальный щит. Дорогие друзья, вот смотрите, остановить дождь, да? Когда показываю, как останавливается дождь. То есть читаешь, и дождь остановился. Вы видите физическое проявление магии. То есть вы увидели, дождь был, и он остановился. Все, магия сработала. А эти вот работы, ритуалы, это на тонком уровне. Он точно так же срабатывает, просто для вашего глаза не видно, а результат вы видите. Вот такой невидимый щит проявляется. Понимаете, это не объяснить. Это невозможно до конца объяснить, как это работает. Но это вот именно так и работает. Так что те, которые не хотят никак эту прививку делать, вот читайте, вот те вот, что я вам сказала. То есть, что эко применила. Может, еще у кого-то есть другие свои, там, из ритуалов, которые применяли. Слушаем дальше. Из-за того, что я не привита, меня не пропустят в аэропорту. И я вот так застряла. Но я все-таки постараюсь, может, как-то выберусь, потому что мне бы очень... Выберешься. Очень многие из Греции прилетали, читая мои заговоры, без прививки, без ничего, спокойно прошли. Просто им там мерили температуру и сказали, все, идите. Это не обязательно. Но потом там карантин какой-то, это не обязательно. Если читать, попробовать, можно даже пройти и хотя сейчас не переживай, приедешь, это не страшно. Ты мне и так очень много надарила, и звезду, которую она мне подарила, знаете, да, что можно зарегистрировать в общей картотеке звезд. Сейчас продаются, покупаются звезды. Сертификат на твою звезду, потому что звезд миллиарды, и астрономические центры стран имеют такую возможность и имеют такое разрешение продавать эти звезды, то есть именовать, ввести в общую картотеку звездного неба
имя того человека, на кого регистрирует эту звезду. Представляете, она даже не знала, она просто взяла эту звезду, она купила сертификат, все у меня дома. Я привезу сюда, в рамочку повешу обязательно. И оказалось, когда я поинтересовалась, кстати, эта звезда появляется в начале июля. Особенно ярко, где большая медведица, да. И когда мы начали читать историю этой звезды, где она находится, представляете, какое было у нас удивление и шок. Эта звезда находится в огромной, созвездии Фортуна называется. Вот это созвездие звезд, вот это вот собрание звезд называется Фортуна. И моя звезда находится в этой Фортуне. Она понятия не имела, она просто сказала, вот, купить звезду, она как бы, ей какие-то там предлагают какие-то, она говорит, я понятия не имею, но вот так тыкаешь пальцем, да любой вот. И они вот эту давайте, мне нравится. Значит, они взяли, и мы сидим, смотрим историю этой звезды. Мы нашли в этом, зарегистрированной в этой всей. И она действительно вышла, Инга Хосроева Камсаракан, это фамилия моего рода. И смотрим, значит, звезда эта находится в созвездии Фортуна. Я говорю, это не случайность, никак не случайность. Даже мою звезду, знаете, Фортуна взяла под свое покровительство там, окружила собой. И вот, когда меня не станет, я буду на своей звезде. Учтите, оттуда звездану тем, которые лишний будут разговаривать. Я еще и там буду работать. Не мечтайте тут, понимаешь? Так, пойдемте. Хотелось бы, во-первых, и брошь привезти, и много чего я бы хотела купить в Москве. Такие травы, как могильники, я не могу тут достать. И не знаю, могу ли я высылают, скорее всего, вот так правильно сказать, из Москвы к нам. Да, отправляют. Вот эти травы. Я сколько ни старалась, никак не могу найти. Они должны быть. Так вот. Должны быть. Если кто-нибудь знает, может, вот в этом, под этим роликом написать, может, есть ссылка, где вы эти травы заказываете, и вот человек закажет, собственно говоря. Удачи тебе, Эйка, во всех своих начинаниях. А теперь, что я хотела сказать? Да, вспомнила насчет звезды песню, помните? Я пчелочка жужу, журжу. Сказали, что звезда я, поем тому звежу. Вот, теперь буду звездеть, потому что я звезда. Понятно? Звезда я. У меня даже звезда своя есть, собственная личная звезда. А еще есть городок, подарили звезду. Посмотрите, и вам будет очень весело. Я серьезно говорю, не хочу тут включать, но смотрите, своя звезда или подарили звезду, или муж подарил звезду, называется рядом, значит, это городок. Когда Альфа Центавра 135 Петровна. Ты что? Семочка, ты переименовал звезду? Нет, не звезду. У меня просто там знакомый работает в паспортном столе. Он просто твое имя написал, как у той звезды. 135, 374, Альфа Центавра, созвездие Большой Медведицы Петровна. Вот так мне не надо. Я так не хочу. Ой, блин, может, Шнапак какую-нибудь звезду подарить, как думаете, чтобы эта звезда ей на башку упала, звезданула ее? Она и так звезданутая. Тут вообще будет звездеть. Она в своих снах волшебных, этих астральных, будет летать к своей звезде. Там вот так вот тапочками махать, потом обратно. Парить будут они с Патюлей. Ой, я представляю, как она шиньон свой сняла и так машет над планетой. Ой, какой ужас. И линзы свои так выкинула.
И накладную жопу тоже выкинула, потому что там накладная жопа. Ну, видно же, ну, дураков нету, я тебя умоляю. Я же сказала, на Кавказе очень у многих, знаете, прям смотришь. Вот заметили свадьбы Кавказа, как будто они все рожденные одной матерью. Во-первых, лицо все делают одинаково, фантазии не хватает, у всех губы, у всех одинаковые глаза, все как положено. И у всех точеная фигура. И все смотрим, говорят, блин, ну как так можно? Грудь такая полная, попа. Ну, может ли вот у всех быть такая красивая, идеальная фигурка? Ну, так не бывает же. Бывает, когда у вас накладная задница из этого, очень даже бывает. А накладные, ну, прям трусы-то, как задница, трусы. Одеваешь, а жопа такая нормальная. Ну, трусы сверху, сиськи отсюда, как там эта девочка говорит. Одевай сиськи, пошли на дискотеку. Там без сисек не пускают. Одевай, давай, идем. Вот. Одела сиськи и пошла. Ой, вы подождите, у меня сейчас истерика случится. Ой, просто я представила, как они над своей звездой парят вдвоем, так летают, потом развернулись и полетели на группу весело, радостно. Фу, точно я подарю им звезду. Все. Все хорошо. Все отлично. Продолжаем слушать голосовые. Ой. Какой ужас. Что происходит-то, люди? Они скоро, я не знаю, на лысо побреются, чтобы на них внимание обращали уже кто-нибудь. Ой, всю ночь до утра, твою мать, меня отмечают. Я тут делами занимаюсь, смотрю, пи-пи, заколебали. Отметили вас, Набар Петровна, на какую-то херню. Вот мы поехали мороженое есть. Вот мы едем сюда. Вот моя кошка родила. Она для меня живет, твою мать. Отчет дает каждый день. Куда они поедут, что они будут делать. Мне вообще не интересно. Понимаете? Отчитывается, мол, смотри, у нас тоже есть мороженое. Мы мороженое едим. Да, они только, чего только не обсудили, это мои трусы. Осталось еще обсудить трусы, и все уже будет хорошо. Только это осталось обсудить. Уже в зубах ковырнулись, уже в задницу залезли, уже все обсудили. Ой, мой муж меня так подробно не рассматривал, как они. Извиняюсь за подробности. Ну, уже не знаю, как сказать, ей-богу. Ой, изнасиловали меня вдвоем. Чего вам надо, блин? Хватит лезть во все дыры, рассматривать, сука. Идите своими делами, займитесь. То я помираю, то мне очень плохо, то я переживаю, то я... Они лучше меня знают. А я даже не в курсе, что я помираю. Оказывается, я помираю, я даже не знала. Хорошо, что сказали. Фу, как там в этом горце от ума. Хорошо, что у меня с собой была левая рука. Все, посмеялись и хорошо. Включаем, слушаем дальше. Ой, блин. Так и хочется сказать, я вашу говногруппу шатал. Идите, блин, займитесь делом каким-нибудь. Ой, рассмотрели все, что возможно, как на гинекологическом кресле себя чувствую. Ей-богу, серьезно говорю. Такое чувство, как меня рассматривает со всех сторон. Каждый день то зубы лезут посмотреть, то трусы, блин, смотрят, какого цвета. Ой, приближают. Шнабак приблизила
рубашку. Вот посмотрите, пуговица не застегивается, она пополнела. Шнабак, когда пуговица не застегивается, это потому что грудь большая. Ты не в курсе дела вообще, что пуговица на груди. Это от груди зависит, твою мать. Не от того, что ты толстая или худая. Ты, может быть, очень худой, понимаешь? Очень худой. Но если у тебя массивная грудь, так нормальная, у тебя рубашка не застегивается, и бывает, что расходит чуть-чуть. И Шнабак, блин, под лупой сидит, смотрит. Че можно приблизить? О, приблизили. Вот, посмотрите. Шнабак, тебе никогда такое не грозит, потому что твои вот эти, как там их, вот это вот сиськи козы, никогда в жизни они так не налиты, чтобы рубашка не застегивалась. Тебе эти прыщики, которые на тебе вот там стоят, они в жизни тебе дискомфорт с рубашками не устроят. Не переживай ты сильно. Понимаешь, ты можешь даже доску на себя нацепить и пойти, они не будут видны. Ой. Ну, мне бабушка говорила, сиськи козы. Ой, козьи сиськи, блин. Ой, все. Мне уже прям плохо стало, клянусь. Не, последний слушай, и все. Хватит. Фух. Сидят, блин, твою мать, рубашки рассматривают, зубы ковыряют. И стоматологи, и гинекологи, и мамологи, и все в одном лице. И юристы, и художники. И колдуны, и тарологи, и прокуроры, и хрен знает кто еще. А на самом деле просто стареющие, вонючие бабы, которые дома сидят и копейки пересчитывают. Вот как они живут. Потому что ни хера делать не хотят. Единственное у них счастье – это сплетничать о людях. Если бы работали, жили бы хорошо. Все. Включаем дальше, товарищи. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Ольга, я из города Челябинска. Я хочу сказать вам огромное человеческое, материнское спасибо за то, что мои дети после аварии остались живы. Так случилось, что недавно мои дети попали в аварию, ехали домой на такси и немножко не доехали до дома. Угу. Я была в это время на работе, когда мне сообщили, пока я ехала на другом такси, что к месту аварии. Я вслух и мысленно просила вас о помощи, чтобы вы помогли, чтобы мои дети остались живы. Мой сын не пострадал, сыну 7 лет. У него просто небольшие ушибы, а дочь пострадала. У нее перелом таза в 4 местах. За 3 недели нам сделали 2 операции дочери. Нас сейчас выписали, и дочь начинает потихоньку ходить, ходит по квартире. Понемногу выходим на улицу, гуляем. Конечно, еще у нее большие боли, болит все это, как говорится, еще долго будет все это срастаться. Но я вижу, что она быстро идет на поправку. Нам сказали, только через 3 месяца она начнет вставать. Она сразу, вот, через неделю, наверное, сразу уже начала вставать, ходить. Знаете, проведите обновление крови, проведите от боли и быстрое восстановление, исцеление вуду. Я потом дам ритуал, и на такие случаи людям после аварии, после операции быстро восстановиться. Но пока проведите вот эти ритуалы, они сильные. Это хорошо, конечно, что у вас с детьми все в порядке. Я представляю ваше состояние, но хорошо, что все нормально. И большое вам спасибо за то, что вы помогаете людям, что я использовал ваши ритуалы, также выжить любой ценой, морок. Все началось с того, что сначала мы начали смотреть ваш канал, делать ритуалы, смогла купить фортуну. Потом также далее делали ритуалы на богатство, на очистку делали. И смогла устроиться на работу, что получилось так, что наступило время коронавируса,
И раз нам нельзя этого избежать, так как я медработник, я пошла работать в это отделение, где больные с коронавирусом. И смогла взять ипотеку, так как на других местах работы, где я работала, мне не давали эту справку, чтобы я могла пойти в банк и купить квартиру, так как я приехала с детьми из другого города. У меня дочь приехала сюда учиться, и мы поменяли место жительства. То есть за 2,5 года я смогла устроиться на высокооплачиваемую работу, взять ипотеку, купили 3-комнатную квартиру. Хотя вот когда мы искали 2-комнатную квартиру, а вот с помощью ритуалов нам попала 3-комнатная квартира по цене 2-комнатной с хорошим ремонтом. И также я смогла купить кольцо и серьги с небольшими бриллиантами. Так как вы писали, что бриллианты притягивают деньги, я очень хочу, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. Да. Также продолжаем дальше делать ритуалы. И хотим, чтобы у нас было все хорошо. И самое главное, чтобы дочь поправилась, чтобы она была здорова. А все остальное, как говорится, это мелочи. Будем делать ритуалы, будем стараться. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы помогаете людям. Большое спасибо Яне, что она помогает нам выкладывать текст ритуалов, чтобы нам было легче это все делать, использовать. Спасибо вам огромное. Спасибо. И вам удачи, и детям в вашем выздоровлении. И отправьте мне фотографии ваших детей сегодня после 9 вечера. И я обязательно помогу. Да, женщине, которая Нелли, я сегодня не успела ответить. Напомните мне вечером, если услышите, хорошо? Дорогие друзья, да, отправьте фотографии, я помогу вашим детям быстро восстановиться и забыть этот кошмар, сниму этот страх, потому что страх после аварии может надолго остаться, надолго, и как бы и это нужно снять. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ и до встречи.